Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за шумом, который шумит, и всем слышно. Это прямой эфир, и этот проект «Шум» на моем канале — это исключительно общение с вами и, конечно, наше общие волны колебаний. Сегодня достаточно тяжелый день, сегодня годовщина широкомасштабной большой войны. 24 число действительно разделило жизнь украинцев на до и после, и у каждого есть своя личная история 4-летней давности. И, конечно, то, что из себя представляет вот эта годовщина этих роковых для страны событий, знаете, вызывает очень много эмоций. Я предлагаю не сдерживаться и писать их в комментариях, потому что будем, естественно, их обсуждать. Проект «Шум» исключительно направлен на вас и на нас, на наше мнение. Сегодня даже вот удалось, не все, правда, но разобрать почту в рубрике «Колобок, куда мы катимся». Вы пишете свои варианты, свою информацию, свои какие-то трактовки, сбрасываете видео, короткие истории, вопросы. Это исключительно наша визитная карточка, потому что вашу историю услышат все шумляне и пошумят по этому поводу. Также ваши вопросы принимаются в закрытом клубе зрителей «Шелеста». Переходите туда. И в чате вот так вот абсолютно открыто. Но это вот как обычно во всех прямых эфирах в финале. Ну а сейчас традиционно и как всегда предлагаю начать с нашей самой любимой рубрики, объединяющей даже в такие горестные и исторические роковые даты. Это, конечно же, наша игра в города. Кто откуда, друзья? Пишите, откуда вы. И, соответственно, ставьте лайк, если слышите подходящий или такой, который знаете, населенный пункт. Таганрог на связи. Спасибо большое. Спасибо, Александр. Афины с вами. Да, шумим и шелестим, и это здорово. Давайте и пошелестим тоже немного. Вышгород, Баден-Баден. Значит, Днепр на связи, Бердянск. Люблю шум, дождались. Прекрасно. Я тоже люблю с вами общаться. Вологда, Таганрог, Тбилиси, Краматорск, Шымкент. С нами Мельбурн, Бердянск. Привет из Пионерска. В Пионерск привет. Ростов-на-Дону на связи. Киев, шума шелестит. Привет в Киев, Наталья. Значит, Лабубу. Лабубу — это такой населенный пункт. Сожгли на Масленицу Лабубу где-то в Российской Федерации. Сейчас не вспомню где. Шум из Матрицы, да. Шумим в Пионерске. Шумим в селе Шум. Наша постоянная зрительница полюбила этот проект, потому что, называя название ее населенного пункта: Новосибирск, Петропавловка, Кронштадт. Ух ты, ничего себе, Грозный, Одесса, Бухара. С нами также шумит Краслава. Или Краслова, может, Латвия, Питер, большой привет, Худжант, Владикавказ, наши самые горячие приветы в Белгород, Махачкалу, также с нами Боржавская, Ялта, приветствует вас, Казань, салам в Грозный, значит, Черниговская область, спасибо большое, что вы с нами, Албуфейра, Португалия, это здорово, Гюмри, Армения, Бремен, Казань, значит, Ульяновск, Италия, на связи Вроцлав тоже шумит. Друзья, пока мы шумим, и вы пишете, откуда вы, из какого населенного пункта, вопрос сегодняшнего эфира, он звучит так: верите ли вы в передачу Украине ядерной бомбы? Значит, варианты ответов: да. Россия влупит, ну, в ответ превентивно даже, услышав эту информацию, и это будет жирная точка войны, то есть без этого не обойдется в этом противостоянии, которое уже 5-й год с сегодняшнего дня длится. Нет, это Россия давит так на дух Анкориджа, ну, потому что везде фигурируют Соединенные Штаты, и это как раз-таки вплетено в процесс договоренностей по ядерке. Там Иран на очереди на этой неделе, понятно, Украина. И самое главное, очень непублично, только Reuters написали, это не опровергли, это подтвердили, но не комментируют. Америка, США и Китай вчера, сегодня встречаются и обсуждают вот это ДСНВ, то есть ядерное наступательное вооружение. Очень серьезная тема. Настоящие гиганты вступают в переговорный процесс. И эту тему нужно четко как бы разложить, потому что там пыхтит Джеральд Форд и другие корабли и техника у берегов Ирана, в общем, ждут отмашки, и все сейчас об этом говорят. Сегодня, кстати, ночью будет заседание восьмерки. Большая восьмерка у Трампа, это, как вы понимаете, будут решать, что делать с Ираном. Так вот, это вот дух Анкориджа. Есть такой вариант. Нет, это вброс британцев. Внимание, чтобы
слиться. Как интересно. Это тоже очень интересная версия последних дней, особенно после того, как Британия, сообщили сегодня, сняла санкции с нефтепровода «Дружба», и мы услышали Зеленского, который вообще как-то по-другому себя насчет дружбы сегодня вел. Но у него сегодня праздник, он сегодня добрый. Почему праздник? Потому что атмосфера праздничная, такие очень интересные у него посылы, он едва сдерживал улыбку, ну где-то улыбался, то есть это день, сегодня большой день, дипломатический день. Ух, как потужно справили 24 число. Ну, еще один вариант, да, но сделают сами. Но опять-таки, сами имеется в виду, что поставят компоненты, они там что-то слепят, что-то соорудят, какую-то бомбу, что-то чмыхнут, запустят, ну или не чмыхнут, но, в общем, скажут, это вот у нас есть бомба, понимаете? То есть вот такая вот история, и это действительно так. Проголосуйте, пожалуйста, мы в конце подведем итоги. Нарния. Ой, я так люблю, когда вы пишете, что вы шумите из Нарнии. Это здорово. Америка. Да, Америка, США, Китай. Да, это я оговорился. Америка, Россия и Китай, конечно же. Российские представители, американские и китайские. Да, действительно. Значит, с нами Хариш шумит, Капустин Яр шумит, Каменец-Подильский, привет. Спасибо большое. Симферополь, Сочи. Привет из Европы. Костанай, Минск. Значит, Брянск, Белые берега. Славянск. Ух ты. Приветствую, Славянск. Бердичев тоже, Хмельницкий, Украина. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Брянка. Есть такой городок в Луганской области. Привет из Екатеринбурга, Калиновка. Большая просьба. Если вы смотрите в записи, понимаю, что время может быть неудобно. И, знаете, тут привыкли все, что если шумим, то 3 часа. Попытаемся немножко емче, потому что вижу, что многим неудобно смотреть по трехчасовые шумы, да, шумы. Значит, пожалуйста, смотрите в записи, напишите в комментариях. Чат, понятно, недоступен, чтобы написать в комментариях, откуда вы. И таким образом тоже сыграйте в города. Это классная традиция, которую нельзя терять. Итак, 24 число. Конечно, знаете, уже многое отболело, а многое, скажем так, уже не вернешь и никогда не переболит. Очень тяжело раскачивали украинцев. Очень, скажем так, не то что тяжело, на разные вообще маятником раскачивали. Рассказы о том, что на украинцев будут смотреть как на богов, о том, что они вот прям уникальные, у них такая миссия остановить вот эти орки, эльфы, песенки про пакет. Но это все параллельно сопровождалось враньем, ложью, призраками Киева, уникальным псом-патроном. Ну, кстати, пес-патрон сторожил в символизме этой войны. К нему даже Рютте заглядывал недавно в глаза и там видел, конечно же, победу. Я хочу вот начать с того, насколько все-таки вот смыкали из угла в угол, от одной стенки к другой, шарахались из стороны в сторону. Потому что вместе с тем, как всем говорили: наливайте Бандера смузи, это коктейли Молотова, и вперед бросайтесь на российскую технику, а грамотные люди говорили: подождите, стойте, тут ракеты полетели, тут война 4 года назад, то есть а всеми подъездами, дворами, микрорайонами, какими-то улочками в частном секторе разливали эти коктейли, готовились встречать. То есть ты, человек, без оружия на тот момент, ну и понятно, там на второй, там третий день сразу начали на Оболоне эти кадры, когда раздавали всем автоматы, ну какая разница, то есть ты, человек, берешь коктейль Молотова, видишь, собственно, танк и начинаешь в него бросать коктейль Молотова. И это говорили, это возводили в какой-то уровень чего-то большого. Но параллельно с этим отлавливали, лупили всех, ну, заставляли выключать свет. Как готовили к сегодняшнему этапу через 4 года. Все должны погасить свет. А то как? Самолет же летит, и он увидит, что свет горит, и ударит туда. Или, например, там кто-то фонариком чего-то светил. Метки подаешь. Заламывались в хаты, вытаскивали, дубасили, говорили: ты наводишь ракеты. А метки? То же самое. Вот метки по асфальту, по ним тоже летит летчик. Они там сначала рассказывали, какой-то краской нанесены, потом еще чем-то. И вот это все параллельно с вот этим поднятием духа, да,
кормили сразу двух волков. Одного такого тщеславного, величественного, а другого самого-самого-самого плешивого, самого негодного волка. И это все вот только в самом начале. А дальше круче, дальше больше, дальше целые масштабные спецоперации, как Стамбул, как вот эта история с рывком в наступление, как контрнаступление. Да, Россия провела отступление из Херсона. Примечательно, что они из Херсона тоже забирали памятник Суворову, а как оказалось, не зря, потому что судьба тех памятников, которые повалили за эти годы, вообще неизвестна. И все тогда, помните, смеялись, мол, вот мародеры воруют у нас наше достояние. А оказалось, спасли этот постамент и этот памятник в Херсоне. И вот это все вот сопровождалось абсолютной тайной. Сколько потерь, сколько убили, а кто теробороновец, кто ВСУ. Все вроде как были заодно и едины, но между собой периодически как бы вспыхивали какие-то конфликты, но это все гасили. Гасили, потому что, ну, условно, все защищали Родину. А потом Родина повернулась задницей ко многим. Это случилось прям тоже в самом начале. Вообще вот этот срез с самого начала войны можно растянуть, прям как вот брать и вот растянуть гармошкой на все 4 года. Ну, переговоры убивают переговорщика Киреева. Все подумали, ну там, наверное же, агентура. Все искали каких-то агентов. Уголовные дела, как из рога изобилия. Все за всеми, все всех подозревали. А сейчас что? Да нечто похожее. С флагами выходили. И сейчас выходят. В общем, казалось бы, многое поменялось, но не поменялось только одно – растаскивание мозгов, сердец, душ украинцев в разные стороны. Если их было условно 2, то сейчас стало немножко больше. Если их было условно, ну, скажем так, за, против или там по каким-то прошлым делам, то сейчас значительно больше причин раздраконить, разорвать вот эти связи. И их успешно разрывают. Прямо сейчас и продолжают это делать. Даже на фоне вот этих всех торжеств и очень высоких собраний на 4-ю годовщину и там, когда начался 5-й год. Но началось все, конечно же, с самого начала. Многие, кстати, вспомнили вот эти фотографии. Это Каланчак, Крым. Украинский пограничник, что с ним случилось потом, неизвестно. В этом как бы стоп-кадре с камеры наблюдения все. И разочарование, и предательство, и дух вот этого страха, на котором сегодня пытаются играть. Также впервые сегодня, за 4 года, показали кадры этого же дня, где-то 16 часов, ну там, после обеда, прилет по Змеиному. Ударили 2 бомбы, и именно в этот день Змеиный, да, это место, где родилась сакраментальная и долго у всех на устах, там, на мерче разном, фраза «русский военный корабль, иди». Фраза, которая действительно она была выписана, записана, да, и она как бы многих вдохновляла, составляли треки, какие-то... Это все-таки символ был непокоренности, но тут зашита тоже была ложь. Тоже ложь зашита, потому что 82 человека тогда, помните, объявили погибшими, а они потом нашлись спустя пару дней, а потом даже вернулись, а потом оказалось, что это не тот человек, не тот воин украинский говорил и посылал русский военный корабль. Короче, везде наврали. И это только потом стало ясно, ровно в те эпизоды войны, когда это уже совсем, ну, всем стало плевать. И это все переживали на себе украинцы. Их мозги, их души, их общее ментальное. С ним работали, их увещевали, их успокаивали, им подменяли каких-то врагов, им подсовывали на съедение тех или иных персон, которые абсолютно ни в чем не виноваты. Ровно так же продолжают действовать и сейчас. Вы знаете, даже вот откатываясь до этого дня, мы это могли проследить, эту тактику поведения кварталовцев на фоне войны, когда вот
все говорили, будет война, вот будет, даже уже дату назвали, 16 число, а не 24. И это стало настолько смешно, что даже в России, помните, над этим шутили, тоже опубликовавший «Черный квадрат» у себя в соцсетях, известный такой, влиятельный, ну как бы популярнейший актер Ургант смеялся над этим в своем шоу. Витя, когда война, они говорили? Война, ну, по расписанию 16-го 16 говорят. Слушай, подожди, 16 числа. Это плохо, война 16. Почему? Так у Валиева 15-го короткая программа, получается 16 война, 17 у нее произвольная программа. Получается, она уже произвольно будет катать во время войны. Может, перенести войну, Мить? Ну, Это же не Олимпиада, там же можно двигать даты. ну да. Что ты думаешь по поводу? А вообще, почему 16-го? Вот почему такая дата? А дело в том, что там февраля? другие даты не все могли. А, Я вот думаю, куда переносить войну, по идее? Ну, она же flexible. Ее же можно перенести. Ну, Но можно. там, подожди, тоже, смотрите, дальше. Там что, весна начинается, 8 марта. 8 марта, конечно, хороший день. Как говорится, подарок всем женщинам. Но войну нельзя начинать, потому что в Крокусе концерт Лепса и Агаларова «Я нравлюсь женщинам» и все. Нельзя совмещать, потому Нельзя, что нельзя. все пойдут туда. То есть Олимпиада в Китае, да, смех. Сейчас, конечно, ты слушаешь и смотришь эти кадры с серьезным выражением лица, но настолько была поднята вверх эта истерика, как раз-таки со стороны Украины. А будет война, не будет войны. Все говорили, нет, ничего не будет. То есть год где-то у украинских границ топтались российские войска и говорили, это они оказывают давление, да, чтобы там на Запад прежде всего, там НАТО, вы метаетесь, никто не понимал этих биолаборатории, вот эти никто в них не верил. Потом только с Трампом это все подтвердилось, представляете? И этот юмор, он очень горький сейчас, через 4 года, но он был архиактуален тогда. Уже, казалось, все свихнулись на этой войне. Зеленский 16 числа, в день, когда было объявлено, что Россия нападет, он объявил праздник. День национального единства. Где сейчас этот праздник сильно празднуется? Да у нас каждый день национального единства, все обматываются флаги. А я помню, как выгоняли бюджетников, коммунальщиков, выперли и сказали, давайте с флагами, вперед. Вот поэтому и шутили, вот так. Все, кто с оружием. Потом что? Потом весна, потом Великий пост. Плохо там война дальше. Да. Вообще война не ложится там в календарь никак. Смотрите, в июне фестиваль «Дикая мята», там группа «Кис-Кис», какая война? У меня есть предложение, давайте перенесем войну вообще. Давай, ну, отменять не будем, все-таки война. Да. Отменять, конечно, не надо отменять. Война же все-таки. Ну, перенесем. Ну, перенесем. Ну, на куда На перенесем? 700 лет, давайте. Давай. Давайте договоримся. Перенесем, ребят, давайте мы Хорошая идея. перенесем ее на 700 лет, дождемся, когда на нас нападут марсиане. Вот. И тогда мы все вместе, вот забыв про все вот это, все вместе уже, всей нашей дружной семьей, объединимся с марсианами и нападем на страны НАТО. В каждой шутке есть доля шутки. Видите, сейчас на этой неделе все ждут опять марсиан, инопланетян. Но идея перенести войну на 700 лет, конечно, отзывается у многих. У многих украинцев, у многих, да и россиян, и жителей там приграничья, и глубинки, и уехавших украинцев, и у всех, чтобы давайте все. Мое искреннее убеждение, и я его уже говорил в каких-то из эфирах, что утверждал так, что вот это моя позиция. Когда вам рассказывают, что нельзя перемирие или там какое-то временное, или там, например, дорожная карта, что, например, сейчас там перемирие, потом там какие-то процессы электоральные, выборы и что-то еще, то сразу там, как это Зеленский говорит, что Россия нападет, мы должны иметь гарантии. Понятное дело, российские спикеры говорят, что вот, это сейчас Украина там перевооружится и опять это все работа на то, чтобы войну не заканчивать даже на чуть-чуть. Поймите, если это все остановить, пустить по нормальным рельсам, долго, но с обязательствами. Все говорят о гарантиях сейчас. Ну, например, гарантии для России, гарантии для Украины. Это все обсуждается. А важны не гарантии, важны обязательства. Обязательства, которые на себя сторона должна взять, та или иная. И, внимание, санкции. Но не те, которые сейчас обсуждаются, а как последствия, которые сдержат ее и удержат на этих рельсах, чтобы ее не нарушить. Потому что гарантии неправильный подход. Правильный обязательства. Это именно
оттуда, с 21-го еще года, когда Ябков тряс документом, говорит, возьмите, почитайте, забирайте манатки, вот вы нам обещали НАТО, расширение и так далее. Это оттуда, это отсутствие обязательств. Современная политика вообще мировая, и Зеленский здесь номер один. Он прям в фарватере, он локомотив этого движения. Это политика без обязательств, потому что никто не хочет брать на себя обязательства, кто-то хочет, чтобы другой на себя взял обязательства. Отсюда вот эти все величивые речи про гарантии и все остальное. И это становится понятно. Так вот, мысль моя в чем заключается? В том, что если остановить эту войну и проработать и запустить нормальный, без войны, мирный процесс с договоренностями по всем тем пунктам, которые не устраивают Россию, по всем тем пунктам, которые страшат Европу, по всем тем пунктам, на которых хочет нажиться Америка, то, товарищи, никто не будет воевать снова. Тем более имеется в виду Россия и Украина. Они уже не будут воевать, они уже навоевались, они уже понимают, что это такое. Поэтому Зеленский всячески открывает рот в сторону Беларуси. Нужна новая сторона, которая изменит диспозицию. Поэтому вот эти приднестровские вопросы постоянно поднимались. Нужно что-то, вот свежая кровь, впрыснуть, подбросить свежего мяса. Все уже поняли, что такое эта война. И в Украине, и в России. И украинцы за рубежом, и россияне за рубежом. Все уже все понимают. Нужно это останавливать. Но как? Сразу же играет какая-то гордость и отсутствие обязательств. Как это? Давайте останавливать, но вы берете на себя обязательства, его выполняете, там армию сократить до каких-то пределов, вооружение сократить, какие-то еще моменты, которые могут прямо угрожать, или какие-то другие моменты, которые косвенно могут угрожать. Вокруг этого все и пляшут. Почему я так долго на этом останавливаюсь? Потому что вот эта информация, которая сегодняшняя распространили все издания, да, вот пример российского официального ТАСС, Британия и Франция готовятся вооружить Киев ядерной бомбой, сообщили в службе внешней разведки России. Хотят замаскировать передачу ядерного оружия Киеву под типа разработку самой Украины. Это тоже об обязательствах. И причем главных и самых главных геополитических нераспространения ядерного оружия. Ушаков это прокомментировал. Американцы будут удивлены, конечно, все. Но они уже знают. Сейчас идет комментарий по всем каналам нашим. Надеюсь, что американцам дойдет. Но мы доведем специально. Мы это на нашу позицию тоже поведем. Конечно. И мы специально об этом будем разговаривать с американцами. Мы американцам это доведем до их сведения. Они уже и так наверняка знают. Даже Путин выходит и тоже уделяет этому время. Но он привносит интересный контекст этих событий. Давайте вслушаемся. И вот мы с Александром Васильевичем сейчас обсуждали. Он и не знал-то ничего. Вот это результат такого преступного, беспечного поведения. Кстати говоря, противник не брезгует никакими другими средствами. Ну вот уже в СМИ пошло, наверное, и их попытки или намерение использовать даже какой-то ядерный компонент. Понимают, наверное, чем это может закончиться. Сейчас вот информация тоже наша оперативная идет, тоже в СМИ сегодня должна быть, наверное, уже есть. Не успел ничего посмотреть, но речь идет о возможном взрыве газовых наших систем по дну Черного моря. Это так называемый турецкий поток и голубой поток. Никак успокоиться не могут. То есть контекст и то, что это ставит Путин в один ряд, правильный. Это что-то, что перевернет игру, что изменит вот эту парадигму. То есть они, наверное, знают, чем это закончится, говорит Путин, говоря о ядерном оружии. То есть превентивный вынуждают Россию нанести ядерный удар. Когда дрон летел в Брянской области, по-моему, да, в Курчатов, да, Курчатов, Курская, наверное, да, или в Липецкой, кажется. В общем, когда попадает в, скажем так, охладитель атомной электростанции дрон,
и зияющим черным пятном, там, это прецедент. Когда в ту же Курскую область, я упомянул, да, заходят войска, и там проводится антитеррористическая операция, опять-таки, а могла же быть другая ответка, и это приглашение это сделать. Это очень важный как бы уравнитель, это ровно то, чем является сейчас 24 февраля. До и после для всех нас, для всех, кто интересуется этой темой, кто сейчас на канале, кто зритель. Вот есть жизнь до 24 февраля, есть после. Вот это точно такая же дата. Есть до российского ядерного удара и после. Почему орешник с болванкой? Почему даже там не с каким-то поражающим элементом? Да вот ровно поэтому, чтобы не было точки отсечения до и после, а она очень нужна Киеву, британцам, они знают, какой будет ответ потом, они тогда могут ставить железные занавесы, вводить войска интервенции, у них тогда открывается новое поле, новая клеточка на этом игровом поле. И вот этого всячески добивается Зеленский, но у него-то свой еще интерес, очень важный, шкурный, потому что до этого момента кто там что воровал, какие госзаказы, какие бронежилеты, какие там вообще это все ерунда. Вы что? Тут вот смотрите, мы вот всем миром должны решить вопрос. Россия ядерку запустила по неядерной стране. То есть, понимаете, это очень важный эпизод. Ну и, понятное дело, Путин увязывает его со срывом вот этих рельс и вот этого движения в сторону мира по тем, да, ухабистым, да, непростым, да, тяжелым, но переговорам, которые как-то ни шатка, ни валка, но идут. Давайте взорвем турецкий поток, голубой поток, да, пожалуйста, бах, и все, и нет, и ничего не идет, никакого газа. Понятно, там Турции это плохо. Ну, ничего страшного. В территориальных водах Турции же подбивались танкеры дронами. Ну, нормально, чего. Все как бы там что-то жестко предупредили, осудили. Ну, а дальше что? Ничего. Ну, газ. Ну, хорошо. Ну, не работает. Нет теперь газа. Нет теперь газа через Турцию. Нет теперь газа для Балкан. Ну, нет теперь газа для той же Европы. Ну, нет и нет. Ну, и что? Будем терминалами возить вот этими LPG и вперед из песней. Да, дороже. Ну, ничего страшного. Но тут же возникает же другой момент, да? Почему это точка отсечения? Потому что Россия тогда замыкается в одну сторону поставок, и делает это абсолютно открыто, а Европа беднеет. А Украина тянет деньги с Европы. Британцы сразу же это все дело, ну как сразу же, не сразу на самом деле, опровергли. Значит, очень важно, внимание, Путин сказал неправду. Лжет Путин о ядерных бомбах, чтобы отвлечь внимание от ужасных действий в Украине, заявил официальный Лондон. Это явная попытка Путина отвлечь внимание от своих ужасных действий в Украине в этот момент правды. В этом нет правды. Премьер-министр сегодня утром отдал дань уважения невероятной стойкости украинцев. Мы продолжим наши усилия по обеспечению справедливого и прочного мира. Интересно, что, французы тоже примерно такой же текст выкатили, что это все ложь, что это все неправда. Но одной рукой британцы, конечно, это опровергают. Сибига был первый, но он, я так понимаю, ждал, пока Франция и Британия опровергнет. Потому что очень затянулась пауза официального опровержения, мол, это неправда. Прям полдня висела эта история. Подождите, так а что? И все молчали. Так а скажите что-нибудь. И вот чуть попозже, ближе к вечеру, начали делать эти заявления. Они ожидаемые. Их никто, они могли быть чуть позже, они могли быть чуть раньше. Но это стандартная практика. Но даже ее взяли и задумались через паузу. Почему? Потому что не является ли это игра россиян, чтобы оправдать свои какие-то эскалационные действия. Вот же там сразу все начинают штурмовать, мозги сушить по этому поводу. Если разобраться в этом вопросе, то это
очень важный и самый принципиальный вопрос. Многие считают, я, кстати, тоже отношусь к их числу, не основной причиной, но как поводом, конечно, мюнхенская речь Зеленского, где Камала Харрис говорит: не едь, Байден, не едь в Мюнхен, а он поехал. И, в общем, сказал: мы выходим из Будапештского меморандума, мы там отказываемся, мы возвращаем себе ядерный статус. Ну, и это как бы подтолкнуло, собственно, через 2 недели начать боевые действия. И эта ситуация тоже к чему-то подталкивает. Однако, понятно, что Украине ядерного оружия никто не даст. Понятно, что это, если это и будет, то это будет тайно, под чужим флагом, конспиративно, все будут отрицать, вот как сейчас Сибига, британцы, французы. Но и если что-то произойдет, задача же в чем? Чтобы Россия нанесла неадекватный ответ. Ну вот какой-то такой. Расчехлила свои ядерные запасы и вжарила по неядерной стране, а Украина говорит: это не мы. Ну вот, а кто? Это не мы. Как кто Северный поток взорвал? Залужный, сейчас пишут отдельное издание. А вообще кто? Непонятно кто. Украинцы. А, это украинцы. Но понятно, что это не украинцы были. Но, тем не менее, уже все как бы выписывают, что чуть ли не Залужный отдавал приказ, ныряли с этой яхты и так далее. Чужой флаг. До конца никто это не расследует. Я вам более скажу, никто не скажет до конца. Это британские спецслужбы все обставили этим образом и сейчас начинают обставлять несоразмерный удар, сокрушительный России по Украине. Они послушали Караганова и подумали, что по ним не полетит, а, скажем так, вот полетит по Украине. Очень удобно. Полигон должен принимать на себя и вот это, чтобы посмотреть, а как оно работает, а что разрушит. Ну, посмотрели же 2 раза на Орешник. Впечатлились, не впечатлились. Дело такое. Зеленский, видите, на Орешник в Беларуси уже намекает сколько раз. Ну, надо же как-то в действии посмотреть. А тут очень классный же повод это сделать. Примечательно, что это абсолютно не американская история, не американский интерес. Сегодня вечером Маск внезапно поддерживает партию. Ну, как внезапно? Внезапно сегодня. Вот так вот. Ничего не предвещало беды. Все же заняты мозгами Украиной, поддерживают Украину. Поддерживает партию Restore Британия, ну, типа перезагрузка Британии, на предстоящих выборах. Пишет, что 7% набрала уже партия. Она победит, она должна победить, чтобы спасти Великобританию, пишет Маск. Это новая британская политическая партия, она крайне правая толка, основана в феврале 26 года, вот свежая. Изначально, как движение, это было в 25 году, депутатом Рупертом Лоу основано и бывшим членом реформы Великобритании. То есть Америка играет политически против этой истории и заводит правых, которым война с Россией не облокотилась. Ну, не облокотилась. Она нужна двору, вот этим лейбористам, вот этим всем правящим кругам. Но эту войну всячески разжигают и подогревают через глобалистские СМИ в том числе. Материал сегодняшний в The Telegraph британском – это просто что-то с чем-то. Значит, в Европе готовят почву для того, чтобы запретить покупку недвижимости россиянами. Помните, Зеленский возмущался недавно о том, что «Ой, что там у вас много русских, вы метаетесь, проваливайте». Ну, он по-другому сказал матом. Так вот, значит, Минобороны в Финляндии предлагали эту идею, теперь продвигает газета The Telegraph. Европейские разведслужбы предупредили, что россияне якобы скупают недвижимость, внимание, возле военных баз и объектов критической инфраструктуры, причем по всей Европе. Потенциально создают сеть объектов, которые можно использовать для слежки и саботажа. Власти подозревают, что связанные с Россией лица организованно покупают дома, коттеджи, склады и даже острова целые возле военно-морских баз, аэродромов, подводных кабельных трасс и энергетической инфраструктуры. Значит, в Евросоюзе и Британии живут около 10 миллионов человек, которые так или иначе связаны с Россией, а инфраструктурные объекты есть в любом городе. Так вот, военных объектов тоже огромное количество. И в Норвегии, где размещены огромные базы США для атаки России, еще в 2018 году насчитали 240 таких объектов. Поэтому, значит,
в качестве примера журналисты приводят финский остров с причалами и вертолетной площадкой, недвижимость возле норвежских баз F-35, церковь Русской Православной Церкви возле важных мест в Скандинавии и предполагаемое приобретение вблизи британских и средиземноморских военных объектов. То есть объектов не так много, людей 10 миллионов, но вот видите, сенсация на ровном месте. Британия разжигает и расшатывает вот этот пожар войны. Но кажется, они, им кто-то сказал, кажется. Потому что снятие санкций с нефтепровода «Дружба», если подтвердится и мы узнаем детали, это как раз-таки тот сигнал на фоне сегодняшней потужности Зеленского. Так а что это может быть за война? Вот такая, перестрелочная. Фронтовой войны не будет, это признают многие военные аналитики. Никто не пойдет там пешком на Скандинавию, там, на Германию, до Ла-Манша. Это только так, в фигурах речи сквозит. Это обстрелы, которых боятся, которые там ликвидировать, это дорогого стоит. Украина не даст соврать, просто Украину не жалко. Вот вышел Игнат, он и Юрий, и Игнат. Это как Зарян, Шкиряк, помните? Юрий и Игнат, он отвечает за ПВО, и он сегодня на марафоне рассказывал, а что же за 4 года Украина пережила? Це дійсно важко собі уявити, скільки пережила Україна за цей період. І також, вдивляючись в цифри, теж важко собі уявити, скільки усього летіло в Україну. Просто вдумайтесь навіть за час, коли бомби навіть не з першого використовували року війни, але вже сьогодні кабів лише 120 тисяч з половиною запущено на територію нашої держави. Загалом ракет близько 13 тисяч, і БПЛА 88 тисяч, так як ми говоримо про ті, що летять на нас вночі. Так? А ще протягом дня купа розвідувальних дронів, бачимо дрони тактичного, оперативно-тактичного рівня. Кстати, сейчас атака вроде как в Киевской области, воздушная тревога. Все же удивлялись, что там такие сейшены, встречи, все так свободно, потужничают, интервью Зеленский раздает, цветы там возлагает, ходят, молятся за Украину, и там Урсула. Урсула, видимо, окрутнулась, уехала, и теперь можно стрелять. В общем, дроны сейчас тоже летят по Україні. Які недалеко від фронту, але все ж працюють, ті так звані молнії, то там цифра по дронах значно і значно більша. Таким чином ми сьогодні дещо давали інформацію про здобутки не лише повітряних сил, а усіх сил оборони. Генеральний штаб, зрештою, дає щодня статистику, так, але ми те, що її розширили сьогодні, скільки ракет було збито повітряними силами та силами оборони і дронів. Власне, тут мова йде про кинжали, яких 86 було за повномасштабку збито. 86 кинжалов сбили, представляете? Крилатих ракет калібр понад 700, Х-101 та їх аналогів 2,5 тисячі ракет, Іскандерів К-260. І далі ми можемо багато перелічувати цих типів, їх дійсно в Росії є десятки різних типів ракет, це авіаційні. Ракет С-300 дуже багато противник запустив по нашій території, саме ця цифра в загальній кількості запущених є дійсно великою. Зрозуміло, що багато балістики по Україні летіло, яку сьогодні може перехоплювати система Петріот, але скільки у нас цих систем і який радіус у них дії, ми вже неодноразово проговорювали в ефірі, що дійсно, якщо 25 кілометрів в радіусі одна система може працювати по балістиці, то можна собі уявити, скільки треба систем, щоб перекрити бодай підступи до міст великих, до об'єктів стратегічної інфраструктури і так далі. В общем, это такой, ликбез, рассказывает, а профессионалы так себе на ус мотают. Ага, подожди. То есть вот это вот за 4 года ты даешь такую статистику. А сколько же тогда за 4 года? Это все просто множится на стоимость одной ракеты, а стоимость завышенная. То есть это все множится на вообще силы ПВО. Зеленский сегодня в тираде интервью сказал, что 80% Украины не закрыто. То есть, помните, пропивали эту тему, давайте авиасообщение запустим. А чего? Смотрите, по России же тоже летит там Краснодар, Сочи. Они вот когда тревога, они отменяют рейсы. Неудобно. И понятно, там в Москву и в другие города. А мы что ж так можем? Тревога, отменили рейс. Только проблема в том, что тревоги чаще. Хотя по Краснодару и Сочи тоже много проблем. В общем, это все для профессионалов очень ценная информация, то, что он сказал, и она четко говорит о том, что
ну, дутые показатели. 86 кинжалов за 4 года, те, которые гиперзвуковые, которые как бы не сбиваются, но по Патриотам сбивается. Или на баллистика, например. А там рассказывают, как сбивают. Ну как, когда она падает, вот цель, то есть сбивают над целью. Это вам ответ на вопрос, почему не где-то на подлете, не где-то далеко от городов, а прячутся эти цели в городах за спинами гражданского населения. То есть почему ПВО, или когда по ПВО атакуют. То есть ответы, в принципе, понятны. Уже всем все понятно за эти 4 года. И если раньше можно было, ну, там, например, советника офиса президента уволить за то, что он сказал, что по дому прилетела ракета ПВО, то сейчас все как бы понимают, как она работает примерно, да, и видят, потому что уже очень много чего можно сопоставлять. Но я заметил тенденцию в последнее время, почему вот так вот свободно, вот так вот бросаясь порядками цифр, нам говорит Игнат. Не потому, что не каждый день там врут по количеству и по поводу статистики, и преувеличивают эту статистику, чтобы, мол, дали больше. Вот смотрите, заканчивается. У нас там, он говорит, позавчера крупная партия ПАК-2, ПАК-3 для патриотов, систем ПВО пришли. Это они завышают статистику, говорят, смотрите, какой расход сумасшедший. Смотрите, сколько летит. Давайте нам еще. То есть это все тоже большая прачечная, это большая финансовая история. Но смысл общий всем-то ясен. Все видят, потому что все уже стали специалистами. Днепр, речка, город Запорожье. Это летит герань. Видимо, ее подавили рэп, она сбилась с курса, понятно, где-то, и вот она пьет прям в Днепр. Но это что же цель? А какая это цель? Правильно! Сбитая! Сбили, понимаете? Нет, это не потеряно локационно. Это вот просто, смотрите, удар по Днепру, по речке в Запорожье. А это вот тоже. Поэтому статистика очень хорошая у Игната. А это уже сегодня распространили очень интересное видео. Это с МКС с 26 на 27 декабря снято с воздуха. Как работает над Киевом ПВО и какие прилеты по Киеву, в общем-то, осуществляют. То есть все всем видно. Киев, Киевская область, пожалуйста, там есть еще момент, когда ракета попадает, сбивает в воздухе. То есть вот этот ужас у нас уже 4 года. Вот это вот все, да, над Киевом, над Украиной, над другими городами. И всех все устраивает. Почему? Потому что на бумаге написали одно, денег выделили в достатке, поставки и все остальное. Но как бы зачем мириться? И вот это «зачем мириться», собственно, и вызывает и международную реакцию определенную. Сегодня же в честь начала широкомасштабной войны Генассамблея ООН голосовала резолюцию, причем название такое иезуитское, о поддержке продолжительного мира в Украине. Так вот, за проголосовали 107 стран, против 12, воздержались 51. Значит, против Россия, Беларусь, Северная Корея, Иран. Значит, в этом документе говорится о том, что вторжение России в Украину длится 4 года, имеет разрушительные последствия для страны, глобальной стабильности и призыв к немедленному и полному прекращению огня, полному обмену военнопленными и освобождению всех незаконных сдержанных депортированных гражданских лиц. Из стран ЕС воздержалась Венгрия, ну тоже, да, понятно. Ну и США тоже, они как бы против этой резолюции воздержались. Очень показательное геополитическое, скажем так, голосование. Ну, по поводу Венгрии, да, тоже ведь интересно, как сегодняшний день на фоне скандалов и того, что наговорил и в Мюнхене, и помимо Мюнхена в интервью в разных, Зеленский про него, Орбан написал. 4 года назад началась война. 4 года бессмысленных убийств, сотни тысяч жизней, 4 года европейские и венгерские семьи расплачиваются за экономические последствия этой войны. Венгрия сначала самого выступала за мир. И все же даже сегодня, в годовщину, Зеленский угрожает и оказывает давление на Венгрию, потому что мы отказываемся быть втянутыми в эту войну. Не хотим отказываться от доступной российской энергии. Теперь также понятно, что вся венгерская оппозиция встала на сторону Украины. Их цель
хаос, нехватка топлива, повышение цен в преддверии выборов. Они на стороне Зеленского, а не венгерского народа. 4 года спустя ставки ясны. В апреле, в общем, должны выбрать Фидес, да? То есть должны сделать свой выбор. Интересно, что на фоне этого есть и другое сообщение, что Украина переносит опять в очередной раз. Вот откуда был этот напряг к 24 числу? Потому что, значит, прокачку по нефтепроводу «Дружба» должны были возобновить 20 числа, потом говорят, давайте 24, а сейчас вот 25 февраля. Значит, пишут в прессе, что поставка топлива на внутренний рынок Словакии остаются бесперебойными. Словацкое правительство, значит, объявило чрезвычайное положение в нефтяной сфере и частично задействовало аварийные запасы нефти. Но вот проблема серьезна с этой дружбой и поставки. Соответственно, Министерство экономики Словакии осуждает вот такую проволочку. То есть дешевого не будет. Зеленский сегодня в очередной раз говорил о том, что нет, мы не виноваты, просите Путина. И он сейчас понимает, что его прижали, что он в не очень удобном положении. Почему? Потому что Украина не выполняет контракт до 29 года, но от Венгрии требуют выполнить условия по выделению 90 миллиардов и санкции 20-й пакет против Российской Федерации. Но Зеленский понимает, что выглядит нехорошо, и он сейчас делает новый заброс. Говорит, Орбан, звони Путину, это же твой друг, давай, организуй нам перемирие. То есть вы понимаете уровень цинизма и куда он загоняет Орбана? Орбан не ведется, Орбан как бы грамотно себя ведет. Но Зеленский как играет, вы же видите? Давай, позвони, договорись об энергетическом перемирии. И это на второй день после того, как по Татарстану там ударили, это тоже сетка нефтепровода «Дружба». Там большая разветвленная сеть, но тем не менее. И он говорит, Россия бьет по Украине, по нефтепроводу «Дружба», мы не бьем. Поэтому давайте, звоните там, пускай нам организуют перемирие. Как говорится, хоть с паршивой овцы, хоть шерсти клок. То есть, вот хоть что-нибудь ему надо урвать. Вот хоть что-нибудь, вот хоть конфетку унести со стола в приемной, хоть там, я не знаю, салфетку стырить, хоть ложечку в карман положить в этом ресторане и в этом Перу. Почему? Потому что он сам крутит носом, о чем, в принципе, все могли убедиться в его інтерв'ю, многочисленніших. Якщо ви отримаєте гарантії безпеки, чи погодитесь заморозити лінію фронту, щоб Росія зберегла вже захоплену територію? Значит, понятный, простой вопрос. Значит, если, то есть вы согласитесь заморозить войну, да, чтобы Россия сохранила то, что они приобрели. Ми вже казали, що готові на компроміс заморозити позиції там, де ми зараз стоїмо. То есть готовы. Стоим, где стоим, мы готовы заморозить. Це заморожена лінія зіткнення. Ми готові до цього. Це не найкраща позиція для нас, але в будь-якому разі у нас є оборонні лінії. У нас є укріплення. Але якщо росіяни чи партнери в діалозі з росіянами хочуть просто вивести нашу армію з укріплень, то ми не можемо бути такими, вибачте, дурнями. Ми не діти. Мы не дети, мы не дураки, чтобы выводить войска из Донбасса. Вообще у него все так, вы видите? Он говорит, значит так, если вы хотите меня убрать, то кукиш. А если выборы для того, чтобы войну закончить, то давайте проведем. То есть, если вы хотите, чтобы мы оставили территории, то нет. А если заморозить войну, ну тогда да. Короче, он согласен на заморозку войны. Это, в принципе, было понятно. Заморозку, опять-таки, насколько, опять-таки, под какие гарантии. Он же об этом воду толчет в ступе. Макрон включался сегодня на Сейшен. Он назывался, как бы, телефонная скайп-лінія коаліції рішительних, і у того вообще настроєння нету. По-перше, я хотів би привітати всі ініціативи, пов'язані з перемовинами, але я відносно скептично ставлюся про те, що може бути мир у короткостроковій перспективі. Але давайте розуміти, що немає бачення з боку російської сторони у мирі, такому чіткому, як ми бачаємо це з нашого боку. Вот смотрите,
мы, значит, четкий у нас мир. У нас четкий. А у России не четкий. У нас четкий мир. А вот у России нет заинтересованности, говорит всем Макрон. Понимаете? Макрон, который наладил техническую связь с Путиным, ну как-то так никак не встретится, никак не поговорит. Россия виновата, поэтому мы вообще четко видим все. А четко это, простите, что? Как Кая Каллас вот это вот пела недавно, говорит, войска давайте Россия пускай сократит, пускай репарации заплатит. Ну, видимо, вот это четкая же позиция, четко же сформулирована. А что по фронту? По фронту сегодня уникальное приобретение. Ну, я же говорю, то есть в эфирах прямых, что они воспринимают это как какой-то праздник, как какое-то торжество, пиршество чего-то непонятного. Они называют это пирчество, пир духа, да, украинского. Пир духа, да. Значит, называют, что вот, мол, мы всем показали, мы доказали. И вот был такой антикриз у Ермака, когда был запрос, ну, мол, смотрите, военные, надо же как-то военных уважить. Это же не первый раз поднимается волна вот это выборов, и эту волну поднимали и при Ермаке еще. И он тогда взял Полису, скажем так, к себе. Так вот этот Полиса из военных, он теперь генерала получил. И вот у него на марафоне, в общем, розпрашують, так а чого там по фронту? Плани його очевидні. Він ставить собі за мету до кінця березня, початку квітня вийти на адміністративні межі Донецької області. Також То есть Путин себе ставит цель, да, до конца марта, начала апреля выйти на границы области Донецкой. Все. Донбасс до конца за месяц. Краматорск, Славянск за месяц. максимально просунутися у Запорізькій і Дніпропетровській області. Плюс не полишає намірів створення буферної зони вздовж кордону у Сумській і Харківській областях. За можливого успіху до кінця року противник намагатиметься розвинути наступ для захоплення або створення умов для захоплення Запоріжжя, Херсона, Миколаєва і в подальшому Одеси. Я не бачу станом на зараз можливості реалізації цих планів у противника в найближчих півроку. Не видит. Ну, нет этих планов. Ну, а чего? Все, как бы война продолжается, вот такие планы. Генерал говорит, новоиспеченный. Ну, то есть Донбасс захватят, на Одессу пойдут, вот это вот все, там буферные зоны. Смотрите, Россия не хочет окончания войны. Вот, смотрите, Макрон говорит, все это Россия не хочет. Не, мы не отдадим Донбасс, потому что мы не дураки, а Россия не хочет. А вот, в принципе, вот такие планы. Сроки называются, понятно, нереалистичные, ну, потому что везде брать и наступать, и везде прям побеждать, это нереально. То есть, опять-таки, могут быть реалистичные сроки. Есть такой сценарий, я, кстати, его обсуждал у себя на канале, что это будет контролированное поражение. Ну, забросят солдатиков, да, они там будут гибнуть, думают, что они сражаются, а на самом деле их судьба уже предрешена, и все, в принципе, все понимают, просто где-то время потянут, а если нужно быстро, значит, будет быстро. Ну вот, быстро. Но это если все согласовано, и это вот так вот надавят. Ну вот как с дружбой. Много же говорил про дружбу. А тут и британцы санкции сняли, и вот, собственно, и уже все готовы, чтобы... Потому что Венгрия не прогнулась, стала на своем. Ну, американцы там явно, Венгрия и Словакия, явно у них там есть свой интерес, потому что Рубио недавно приезжал, и тут смотрите, какая потужная стала Венгрия и Словакия. Хотя она и была всегда принципиальная, но в самый последний момент, да, вот все равно подголосовывала, потому что куда ж денешься из Европейского Союза. По поводу Европейского Союза, это, конечно, определенная история. Сегодня приезжала Урсула же, она же гвоздь программы. То есть злой, плохой негодяй Орбан, там Путин, который ничего не хочет, Макрон, который все понимает и включается, и говорит, не будет мира в ближайшее время, и Урсула, как царица. Помните эту песню? Царица, да вот царица Урсула. Смотрите, как она радуется. Сибига тут как тут. Цветочки ей вручили на перронушке. Смотрит, как она. Смотрит, как на Сибига. Смотрит с таким удовольствием. Какая милая пара. Так и хочется сказать.
Боже, она так не ожидала. Она мне глаз с него не сводит. Смотрите, а тут ей тоже в ответ улыбается. Она мне Санечка. Она мне Митюнюшка. А он ей Санечка. Ой. Какая идиллия. Какая идиллия. Кого ж так встречают, очень интересно. Ну вот кого? Тут, как назло, значит, слили вот с конференции, значит, опросы европейцев. Значит, вы согласны или не согласны с тем, что ваша страна поставляет оружие Украине? Ну и тут разные выкладки по 23-му, 24-му, 25-му, 26-му. Как-то вот, ну, в общем, несогласных количество растет. Представляете? Растет прям несогласных количество. То есть красненькое это вот 51% как бы не согласны. Что это за опросы такие дурные проводят? Русские, наверное, заказали. Ну, понятно, кто еще? Вы согласны или не согласны с тем, что ваша страна направляет войска в Украину? Это то мечта Зеленского, да? Значит, преобладающее мнение по странам ЕС. Вот такая разбивка. 27%, да? 27% согласных. 69% как-то не согласны. Ну, то есть, видите, немножко шведы чуть-чуть согласны, а так все остальные как-то не особо, все очень-то против. Очень-то против ввода войск. Странно как. Как вы считаете, Европейский Союз в настоящее время предоставляет Украине слишком много или слишком мало финансирования из средств налогоплательщиков ЕС? Ну и тут, конечно, паноптикум. Значит, слишком, достаточно. Ну, вот и в цветах вы видите, да? То есть слишком, достаточно. Ну, или там люди не знают, что ответить. Ну, и тоже разбивка по странам. Ужас, что происходит. Европа меняется. А вот про Урсулу. Решение Урсулы фон дер Ляйен решающее. Пожалуйста, скажите, какое у вас мнение по этому вопросу? Ну и, собственно, вот такие как бы выкладки. По годам, так сказать, все как бы, все по-честному. Значит, благоприятное, да, неблагоприятное, или там нет мнения. Тоже как бы 38% их решения не одобряют. Вообще, кто такая Урсула? Не понимают граждане. А это мне подписчики прислали в колобок, куда мы катимся. Спасибо большое, из Италии. Вот как Урсулу фон дер Ляйен изображают на маскараде, на празднике в Италии. Ой! Да вы что? Птичка какая-то, птичка, смотрите. Открывается у птички железной на шестереночках шлем, а там она, смотрите. Урсулушка! Птичка-синичка. Помните песню «Снегири-нигири»? А это нет, это птица, заводная птичка. Очень не любит как бы народ, собственно, Урсулу, но любят ее в Украине. В рамках программы всей, ну, кроме там всяких ритуальных моментов, что надо помолиться за Украину, за украинцев. Шмыгаль тут бросился любить, но ее Сибига окутал, охмурил, теперь будет охмурять Шмыгаль. Ну, так у них по сценарию написано. Чтоб лучше охмурялось, это лучше делать в тени, в грязюке, в месилове разрушенной Дарницкой ТЭЦ. Ну, прям взял и отправился в Дарницкую ТЭЦ. Смотрите, труба, показывает Шмыгаль. Смотрите. Труба. И все стоят, да. И всех вот этих делегатов, которые там послы, представители Европейского Союза, всех туда поперли. И Урсулу тоже. Ну, Сибига не отходит. Сибига рядом. Вы что? Так ему улыбалась на перроне. Ну и смотрите, Шмыгаль тоже улыбается. И у них там такое хорошее настроение. Меня это так поражает. Такое хорошее на фоне разбитой, на фоне палатки, там, где вот там можно приютиться, что-то согреться МЧСной. Они в хорошем настроении. У них все хорошо. У них классные декорации. И что добились от Урсулы? Ну, как чего? Санкции, говорит, будут. Ничего, разберемся. С Орбаном, с Фицо. Санкции, говорит, будет.
Санкції були прийняті одноголосно. І, звісно, такий принцип не зміниться. Але ми працювали над 19-м пакетом санкцій достатньо успішно. Как ее слушают все, смотрите внимательно. Смотрите, кивают ей там, ну да, санкции. Жоден з цих процесів не був простий, коли ми проводили перемовини щодо будь-якого із пакетів. Але виходячи з досвіду попереднього 19-го пакету, я впевнена, що ми також приймемо і 20-й. Це лише питання часу, маєте рацію. Це має відбутися якомога швидше, але враховуючи, що у нас спільна мета зменшити прибутки Росії і забрати діяльність воєнної машини, тоді ми, звісно, відчуваємо цей тиск забезпечити це якомога швидше. Значит, все нормально. Урсула приехала, сказала, санкции против России будут. Все будет хорошо. То есть добились своего. Она уверена в себе. Железная птичка. Шестеренки крутятся, все, шлемик поднимается, клювик нормально. Урсула уверена. Ну, был же 19-й пакет. Ну, ничего страшного, уболтаем. Просто о том, что уболтали Зеленского, как бы попуститься немножко, об этом просто не рассказали по нефтепроводу «Дружба». Ну да ладно. Конечно, уболтаем. Санкции, 20-й пакет, он будет еще сильнее, еще мощнее. А там, глядишь, и 21-й уже будет. И все схвачено. Но тут же другой момент. Значит, пока водили Урсулу по Дарницкой ТЭЦ, пока там вот они там ходили, улыбались на вот этих руинах, ну, советского гиганта, то есть, да, советского, гордости советского там, энергостроения, да, в Европе своя была атмосфера. Кая Каллас публикует пост. Подсолнух. Национальный цветок Украины. Он стал глобальным символом солидарности с украинским народом. Сегодня это стоит за их стойкость и силу. Накануне 4-летней годовщине полномасштабного вторжения России в Украину министры иностранных дел ЕС носят подсолнухи в знак непоколебимой поддержки Европы. 4 года войны Москва не достигла ни одной из своих стратегических целей. Давление в мирных переговорах тоже падает на Украину. Но мы хотим, чтобы эта война закончилась и длился мир. Нам нужно увидеть уступки от России. Не армия Украины препятствует миру, а армия России. Поэтому все нацепили, ну, типа подсолнухи. Жовто-блакитні, подсолнухи, видимо, такие, да? Подсолнухи ГМО. И, смотрите, друг другу цепляют, вот это все. Флешмоб. А что за флешмоб? Зеленский же выступал перед Європарламентом. І для нас важливо отримати чітку дату вступу до ЄС. Аплодисменты. Для нас нужна четкая дата вступления в ЕС. Дуже важливо. Як частина дипломатії зараз, усієї дипломатії, спрямованої на завершення війни. І це не просто бажання, це чітке розуміння того, як діятиме Путін. Якщо немає дати, якщо немає такої гарантії, він знайде спосіб блокувати Україну десятиліттями, розділяючи вас, розділяючи Європу. Ми маємо захистити себе від цього. Нет даты, нет Европы. Путин будет блокировать, разделять вас, негодяй Путин. А скажете дату, и будет все хорошо. Трамп гениально его описал. Лучший торговец в мире Зеленский. Лучший. Он им продает дату. Но он уже так пробовал, помните? В Вильнюсе, при Байдене, позже. Ну, при Трампе уже не пробовал. Дайте нам дату вступления в НАТО. Дату НАТО не дали. Более того, вот эти все замашки, да, вот эти мы вот этой ручкой подписываем втроем, я, Стефанчук, Шмыгаль, он был премьером тогда, мы вот берем сейчас на крыльце офиса президента, взяли, вот это подписали. Помните, как нам впаривали это в начале войны? Сегодня просто такой день, можно многое повспоминать. Это все была ерунда, никто не собирался принимать, никакую дату давать. И Урсула тоже не дала никакую дату сегодня в Киеве.
Она сказала: нет, мы будем вам помогать, пока вы будете идти этим путем, выполнив все требования. Вот выполните все требования, мы будем вам помогать. Но даты не будет. Это уже не выгорело, это уже не выстрелило. Все. Эта стратегия нулевая. Вроде, как там считают, называют Зеленского, лучший торговец, вроде молодые ж креативные, вроде ж как завернут тексты, вроде ж как картинку напишут. Там еще, кстати, Сибига анонсировал, скоро будет Буча саммит. Буча саммит. Интересно, итоги расследования обнародуют, ну, объективного. Французы должны были объективно расследовать. Ну, сейчас-то понятно, какие там, может, французы объективные. Но, тем не менее, должны же быть там списки, жертвы, вот это все, как положено, факты, все должно быть приведено. Ну, вот они саммит решили устроить, Буча, опять саммит на костях. То есть Урсуле прикольно, ей нравится на развалинах советской ТС Дарницкой. Опять европейским лидерам очень круто будет там в местах, где убивали, например, да, убивали украинцев, там могилы вот эти во дворах там разрывали, помните, в Буче. Да, вот это им там будет хорошо, они там подпитываются энергией. Слушайте, я чем дальше на них смотрю, тем я все больше понимаю Ермака. Его увлеченность оккультными науками, это не потому, что он как бы так прям к сердцу. Это необходимость. А как ты их еще, собственно, на свою... Вот приходится. Вынужден был с этими ведьмами икшаться, с этими ведьмаками, сам ведьмаком стать, куклы Вуду крутить. Неправда. Какие-то вампиры. Помните выражение Путина про бал вампиров? Так это вот это все перед нами, перед глазами. Ну как можно в годовщину страшной войны, где немцы пишут 2 миллиона потерь, там 1,5 миллиона потерь у Украины, цифры сумасшедшие приводятся, их опровергают, Зеленский говорит 55 тысяч. Ну как можно в такую дату 2 минуты аплодировать после онлайн-выступления на 5-м году войны? Thank you. Это ускорочка, если что. Thank you so much. Thank you, Roberta. Thank you to all of you, dear friends. Любит он их. Люблю тебя. Люблю вас, уважаемые друзья. Дорогие друзья. И приятно ему так сидит. Ай. Ну, хочется ж улыбаться. Хочется... А чем ты сейчас наслаждаешься? Уже самому надоело. Он уже начал подозревать, а может это запись, но они так в квартале очень часто делают, знаете, когда включают и закольцовывают аплодисменты, типа они длинные или они были, вот там пошутил кто-то не смешно, коряво, а они типа вот, может правда зависло что? Thank you so much. А потом, смотрите, он там сказал thank you so much, и вот там услышал эхо, то есть он понял технически, что не зависли, то есть нормально, это не закольцовано, это не монтаж, и опять стало приятно, и опять начал улыбаться. Сука, праздник, 4 года война. We are very proud that we have such big support in Europe and in the world. Thank you so much, again and again. Thank you. Thank you, Roberta. Роберта. Эх ты, Роберта, чертовка. Привет тебе, Роберта. Гордится, говорит, гордится такой поддержкой Европы, гордится. Гордится. Признак для гордости. Ну, а началось все, понятное дело, с бункера. Он же вчера говорил, я там 2 года жил в бункере. Ой, слушайте, было бы хорошо показать вам это. Украинцев в бункер не загнать.
Вот обращение его. 18 минут не будем смотреть, но отдельно, скажем так, эпизоды, ну, буквально 2, да, вот прям стоит, оно того стоит. Україна повинна була стояти держава попри все, і попри все мала працювати наша Україна. Багато що робилось саме тут. Ми ніколи раніше не показували цей об'єкт. Прям, слушайте, хотелось пошутить про Каневского, но, в общем, обидно будет за Каневского. Ну, прям, Дмитро Комаров. Дмитро Комаров показывает нам этот бункер. Смотрите, проходка у него, все. Он сидит, встал, рассказывает, вот здесь мы работали. Зараз він порожній, зрозуміло, а на початку війни тут були сотні людей. Я працював тут, потім я підіймався наверх, я звертався до вас, до людей. Тут була наша команда, уряд, щоденні наради з військовими, дзвінки, пошук рішень. Все необхідне для того, аби Україна вистояла. Треба було доставляти зброю, доставляли ліки, доставляли їжу в заблоковані ворогом міста, аби було життя. Вот так вот. То есть прям из бункера. Прям из бункера доставляли. Вот прям надо было работать. Мы тут сидели, работали, еду доставляли. Там вот мы чем занимались здесь. То есть вы думаете, мы тут сидели в безопасности в советском бункере, объект номер 1, советский, старый, такой, который выдержит ядерную войну, потому что строили тогда все капитально, и не дай бог, там, что мышь не проскочит. Да, там. Понятно, что там везде воровали, и в советское время воровали, но тогда на фоне на таких объектах как раз-таки нет. Тут, извините, тут не просто там мешок цемента никто не сопрет. За яке Україна так відчайдушно бореться. Да. І, чесно кажучи, бувало по-різному. І тут звучала і офіційна мова, і нелітературна. Матюкались, слушайте, матюкались в бункере. Зеленский матюкался в бункере, понимаете? Проходя мимо Тараса Шевченко в военной форме нарисованного «Боритеся, поборете», нам говорят, что они матюкались в бункере. Вот это новость нам! 4 года войны, слушайте, мы узнали страшную тайну, они матерились в бункере. А что матерились? Суши не свежие привезли. Бо кожен пакет допомоги, кожні санкції проти Росії, кожну партію зброї, все це треба було реально вигризати. Выгрызали они. Вы понимаете как? То есть выгрызали. А там он сейчас всем дякует, а он выгрызал. Так ты определись, ты у Байдена, представляете, выгрызал. Вигризати віру в Україну. Зробити так, аби світ включився. І це був ключовий посил звернень до європейських країн, до Конгресу США, до більшості парламентів світу і до людей, безумовно, до звичайних людей, до мільйонів в усьому світі. Будьте з нами, будьте з Україною, вірте в нас. Stand with Ukraine. Be brave like Ukraine. Ці заклики спрацювали, бо українці боролись так, що захоплювало подих. І спротив цей було видно з космосу. Це надихало абсолютно, тож зовсім скоро всі побачили це синьо-жовте море, тисячі людей з нашими прапорами на площах Європи і світу. І так поступово, важко, крок за кроком, по цеглині Україна зводила ту опору, яка дозволила витримати, коли ми вистояли перший день війни, найдовший у житті, а потім ще один, а далі тиждень, 2, а потім... Ребята, 4 года идет. 4 года. Потери сумасшедшие, энергетика выбита, жертв куча, трупы меняют в пропорциях 1 к 30. Это обмен телами. О реальных потерях вообще никто не знает. Коррупция сумасшедшая просто. Денег натырили себе от начпрода бригады, которые там не пойми что, ослиной мочой разбавленный какой-нибудь там компот поставляли или сок березовый поставляли солдатам, до какой-то гнилой картошки, понимаете, они там себе на Бали покупали апартаменты и куча машин, и озолотились все озолотились. А нам говорят, мы выстояли. Мы выстояли. Вот вы выстояли. Ну, ты ж нормально, чего ты? Ну, тебе там зимнюю поддержку ты еще подкинут. Ну, сидишь без света, ну, ты ж выстоял.
Ну что ты? Ну, нет света сейчас. Ну ты что, живой? Ручки-ножки есть, все нормально. Ну то есть в армию забрали, тебя загребли, скрутили. Но живой же. Убить могли вообще. Нормально. Ты выстоял. А потім місяць. І ми побачили весну. Ми вибороли її тоді, коли, здавалося, цей лютий не закінчиться ніколи. То есть, смотрите, действительно было такое ощущение шока. На фоне вот этого, то, с чего я начинал, вот это вот раздергивание эмоционального, психологического, они этим управляли. Они этим управляли. Они говорили вам: гасите свет и светомаскировку, потому что а то летит самолет, сейчас будут стрелять. Они вот эти мародеров били, вот это привязывали, моду запускали. Они это все распространяли. Они били по мозгам всем. Бабушка, которая банкой огурцов дрон сбила. Призраки Киева всякие. Без реальных героев, без реальных подвигов. Они провели вот этот эксперимент. А говорит, а тут запахло весной. Конечно, февраль, мы думали, никогда не закончится. А тут весна, слушайте, весна, переговоры, что, нормально. Ми здобули свою першу весну під час Великої війни. Це був переломний момент, і вперше тоді у кожного промайнула думка така: зможемо. Україна зможе. Мені дуже подобається фраза, яку в той час репостив кожен такий своєрідний підсумок першого етапу повномасштабної війни. Коли Україна сказала: ти думаєш, я стала на коліна? Я тільки зав'язала берці. Потужно. Я не помню этой фразы. Вот не знаю, кто ему ее написал. Вот честно, я помню всякие там... Вот напишите, вот была такая фраза? Ну вот ты думал, что я стала на колени, а я завязала берцы. Вот хоть убей, хоть стреляй, не помню. Вот всякие были фразы. Песенки разные пели. Там и переделывали там про казаков песни, про него песни слагали. Там вот эти все... А вот это, думаешь, я на коленях, я берцы завязывал. Вот сейчас как встану. Потужно же. Потужно. Слушайте, а правда, была такая фраза или нет? Вот интересно посмотреть. Напишите, была или нет? Кто помнит такую фразу? Ну, не было такой фразы, да, я тоже, я не помню ее. Это ему тупо Литвин написал вот эту «я завязывала берцы». Ну, типа, Украина обращается к России, типа, Украина к России, типа, да, вот, берцы. Что ты пристал к моей... берцы зовут? Берцы — это русские, говорят, ага, да-да-да, не было фразы, эта фраза была о России. Ну, понятно, да. Унты на морозе. Ну, понятно, вы прикалываетесь. Нет, ну, вообще, правда, это прикол какой-то. Они сейчас выдумают все. Они выдумают все, а потому что люди забывают, отсекают вот этот ужас, но он их сформировал. Понимаете? И что сейчас? В этом же обращении он говорит о переговорах. Ми хочемо миру, сильного, гідного, довгого. І перед кожним раундом Хотим мира сильного, достойного, долгого. перемовин я даю нашій команді дуже чіткі директиви. Це завжди йде закритими указами, але точно не розкрию державну таємницю, якщо скажу головний мій посил – не обнулити всі ці роки. О, как! Не обнулить все эти года. Ну, потому что, ну как можно обнулить? Ну как, на криптокошельках нельзя ничего обнулять. Вы чего? Вы же нет. Вы смотрите, многого добились. Вы чего? Вопрос в том, что очень важно. Вот эти люди, причем даже когда был Ермак, которые ездили в составе переговорной группы на разные встречи с начала прошлого года, когда вот Трамп пришел и там закрутилось, да, Доха, там вот эти все вздохи-дохи. То есть никто не может их обнулить. Их уже обнулил Зеленский. Вот эти вещи, он сейчас нам рассказывает, мы думали, что никогда не закончится февраль. А потом весной стало классно, и фраза такая, берцы завязываем. Вы понимаете, в чем вопрос?
это единение, эти очереди. Сейчас этот Федоров лепит как бы план войны. Федоров, министр обороны, говорит, значит, смотрите, мы должны там убивать русских, ну, типа останавливать везде, в киберпространстве, в воздухе, там, везде, на фронте. 200 человек на квадратный километр должны убивать. Значит, наносить удар и как бы разрушать российскую государственность. Это вот такие посылы по войне. Да, то есть, ну и ПВО. ПВО, понятное дело. 3 таких магистральных линии, и он говорит, вот мы смотрите, вот было так, мы тут стояли все в очередях военкоматы. Это уже обнулили. Вот это обнулили, этого не будет уже никогда. Никто не попрется в очереди. Нет, есть вариант, что попрутся и будут такие же очереди военкоматы, когда жрать не будет чего, вообще от слова совсем. Вот тогда будут такие варианты, когда реально дети загибаются от голода, работы нет вообще никакой, не говоря там брони, не брони, тут дело не в броне, а вот правда некуда идти, и будут воевать за кусок хлеба. Как когда-то после войны на Донбасс со всей Украины и России везде как бы голод, проблемы, разрухи, да, вот они вот гнали на Донбасс людей, выдавливали. Почему? Потому что не было там этих механизмов, ты пер, как вот моя там, допустим, бабушка, перли там с детьми эту вагонетку на террикон, да, это сейчас они такие в нашей памяти большие, там терриконы, это даже были поменьше, но тем не менее, это очень тяжело. Железная огромная вагонетка со шлаком, с отработанной породой, и вот они его перли, дети там, женщины, вот это все. Почему? Потому что кормили. Вот такой же принцип. То есть довести вообще до такой ручки, что, ну, что никак, понимаете? Но все-таки строй был другой, время было другое, период был другой. Но они примерно понимают, что они хотят сделать с этой войной и до чего довести. То есть вот как. И они хотят вот это вернуть. Как это? Мы не должны упустить то, что было. Они уже это упустили. Не знецінити всю боротьбу, відвагу, гідність, усе, що Україна пройшла. Не можна це віддати, забути, зрадити. Смотрите, это никто, собственно, не предает. Ну, кто это предает? Отвагу, мужество. Кто предал отвагу и мужество? Или как? Давайте не так вопрос зададим Зеленскому. А кому нельзя? То есть это нам глава просроченный говорит о том, что нам нельзя, вы не должны это предать, а ему можно. То есть тебе нельзя, а ему можно. Саме тому стільки раундів перемовин і битва за кожне слово. Так вот, что они там эту вату катают и сопли жуют. Это битва за каждое слово у них называется. За кожен пункт, за реальні гарантії безпеки, щоб угода була сильною. Історія дивиться на нас уважно. Угода має бути не просто підписана, має бути прийнята українцями. О как! Украинцы должны принять. Украинцы должны принять эту, ну, как бы соглашение. Ну, тут же никак просто, какие украинцы? Ну, какие именно? Мне вообще вот эта вся история, что вот украинцы должны это принять. А так, если не примут, на кой ты там нужен? Вот это... Вот 4 года прошло. Возникает главный вопрос. Нахрена он там нужен? Кроме откатов и всего остального. Потому что, давайте откровенно, вот именно воюют, да, вот именно как воины. В любом обществе есть воины. Да, мужчины, женщины, мужчин больше, женщин это редко, но тем не менее. Они, вот у них призвание воевать. Другие, ну, то есть, например, были они там какими-то, не знаю, там, айтишниками или какими-нибудь там, я не знаю, там, на рынке стояли, торговали, но у них ген воина, и вот эта война – это их время. У них там по астрологическим картам, по судьбе, по карме, по всему, вот это время их подсветило, и они вот стали воинами. О них нам, кстати, ни хрена никто не рассказывает, то есть, потому что это обычно как бы ген героя какого-то, да. Их минимальное количество в любом обществе. Там, что в России, что в Украине, что в Германии, везде есть такие люди.
Я не беру сейчас идеологию, там нацисты, там, фашисты, какие-то еще. Нет, это именно природа человека, людей, которые там воины по натуре. И вот эти воины по натуре, они их подсветило это время. Но о них не рассказывают ничего. Почему? Потому что они первые уже полегли уже в земле, уже как бы 4 года так не воюют. Очень там единицы буквально из таких остались. Но это все держится на системе. То есть заведующий системой у нас Зеленский. Я не говорю, что он верховный главнокомандующий. Он заведующий этой системой. Он, заведующий. Там как бы чего, где подписать, куда подмахнуть, там что-то кому-то прийти, ты начальник, я дурак, пошел вон, туда-сюда. Вот с Залужным же эта история, это об этом. Это об этом. Он заведующий. Он должен подписать, визу поставить. Да? И поэтому сейчас там Залужный вспоминает, мы хотели так наступать, а Зеленский вот сделал вот иначе. Или, например, у тебя проблемы будут, я начальник, я тебе устрою. Это он заведующий этим процессом. Это вопрос, эта система обнулила вот этот весь героизм, самоотверженность, обиду на россиян. Это правда. Многие попереходили на украинский язык, потому что они обиделись, что вот так это все как бы получилось. Потому что нам же, как говорили, войны не будет, шашлыки в мае, а тут они вот это... Это для чего делалось? В том числе и для того, чтобы удар был коварнее. А если бы были бы нормальные отношения, да, людям бы вышли и донесли, сказали, смотрите, значит, будет атака, будут атакованы вот эти объекты, будет вот это, держитесь подальше, вот это вот все. Мы как бы не против вас, мы вот демилитаризацией занимаемся. Так и отношение было бы другое. А им нужно было... Это вот информационная борьба, понимаете? То есть никто не понял, все подумали, что идет реально атака на их семьи, на их людей, на гражданское население. Поэтому быстро-быстро варганили вот эти все новые правила, светомаскировки. Это то, с чего началось, поэтому я это постоянно повторяю. То есть там дальше было много еще всяких других вещей, да? А кто там агент, кто не агент. Сейчас с агентами тоже это все продолжается. То есть невозможно было проехать, я уже как-то рассказывал, то есть на машине с номерами там Луганской области, это нереально. На каждом блокпосту тебя тормозят и там душу, не говорю, что там шмонают сильно, просто душу выворачивают наизнанку, проверяют по базам, расспрашивают, допрос с пристрастием, а если у тебя кто, а ты откуда, а чего это, понимаете, что люди просто, я прям с большим уважением к тем, кто сохранил донецкие, там, луганские номера до сих пор, да. То есть, это система. И он построил эту систему, которая вот это все, собственно, слила. Это не переговорщики могут что-то уступить, проиграть на этих переговорах. Он нам делает из переговорного процесса какое-то соревнование. Нападающий Арахамия проходит по левому флангу, передачу дает на Буданова. Умеров ловко обводит соперника и падает. Соперник перехватывает мяч, мы пропускаем гол. Нет. Это так не работает. А это все преподносится в этой связи. Нельзя потерять там того, что мы приобрели. Так а давайте, как грамотные психологи, каждый украинец возьмет и напишет, расчертит, что он приобрел за эти 4 года, а что он потерял. Стандартная практика, там везде вот эти психоаналитики, в фильмах даже везде вот эти психологи. Приобрел, потерял, приобрел, потерял. Вот так навскидку. У кого где будет больше? Вот это я имею в виду людей, к которым он обращается, заведующий этой системе, этого конвейера убийства. Но он говорит, вы должны решить. Как не решить, вы должны принять. Понятно, да, там рассуждая о каком-то референдуме. Вообще эти референдумы мне напоминают, сегодня была новость американская, вот этот мужик, его арестовали в Кентукки в Америке за то, что он отношения имел сексуальные с умершим оленем. Это реальная новость, такая история. Вот это отношение с умершим оленем. Причем такое ощущение складывается, что не ты его, а он тебя. Простите за скабрезную такую параллель, но вот это так оно и есть. Это
об обязательстве. Он обязан решить вопрос, а он спихивает на тебя его, спихивает. А мы вот это с умершим оленем тут что-то пытаем, понимаете? Он сам не является субъектом принятия этих решений. Он зависим от денег Европы. Сейчас запустят дружбу, посмотрите, нефтепровод. Запустят. Сейчас 25-е, там, может, еще потянут чуть-чуть. Как в войне. Потянут и запустят. Потому что, смотрите, сейчас вот полетела по Украине, да, атака. Потом, может, комбинированная какая-то атака. Будет проблема со светом. А Словакия говорит, нет электроэнергии резервной. Все. Где брать? Ну, может, там с другой стороны там чего-то кто подкинет. Но как бы не заберешь ничего. А он говорит, вы должны. Мне в этом связи очень нравится как бы ситуация, вот тоже сравните, да, то есть тут же как бы головешка начальника, он же заведующий системой, а есть люди, которые, как ни крути, работают с людьми, то есть ниже. Филатов. Оскандалился, конечно, с этими ухилянтами, мусором. Ужас, что у него происходит в Днепре сейчас, да, ему там ответка прилетела от той же власти по тому же мусору, по уголовным делам. Он там пытается быть хорошим, чтобы его не трогали, пытается там чего-то, ну, чтобы не попасть под раздачу, когда офис лупит по мэрам, да, ну, сейчас вроде подуспокоилось. Ну, он выходит в интервью и говорит, выборы нельзя проводить. Нельзя. Все дебилизировались. Я можу сказати тільки про вибори. Вибори зараз в жодному випадку вони не на часі. То есть, смотрите, Deutsche Welle. Ну, сейчас много там, понятно, украинских корреспондентов, они вот это записывают, там они переводят. Короче, дает-то вроде нашей девочке все как бы это не... Но он же понимает, что ему сейчас же как украинская пресса, ну это такое, а вот надо же Запад, вот Deutsche Welle, немецкая волна. Приходит корреспондент брать интервью, она вот у нее в телефончике вопросики, хорошо сели, сидят, и вот говорит, выборы не на часі. Ну от просто вони не на часі. З точки зору чого саме? Починаючи від безпеки і закінчуючи політичним розхитуванням ситуації. Ага, значит, политическим... Подождите, выборы – это и есть политическое расшатывание ситуации. Это, ну, потому что люди борются за власть. У них есть конкурентная борьба. Они, ну, там, компроматы вываливают, они там дискутируют, они там вот уличают, они пытаются как-то... А как нельзя выборы это в принципе это одно и то же. Политически расшатывается ситуация, потому что власть соревнуется с невластью. Я не беру слово оппозиция, невластью. Тому що, знаєте, ну, я, може, так трошки скажу, ну, контроверсійні речі, але є от певна така, знаєте, зараз дебілізація людей, коли вони повністю занурені в соцмережі, і ми дивимося, яким чином це робиться маніпуляції через соцмережі, особливо навіть там через TikTok. Ну, дивіться, там, румунський досвід, там... Боже, как она расстроена. Как она расстроена. У нее вся жизнь. Она же корреспондент, журналистка, она же соцсети. Говорит, дебилизация через соцсети. ТикТок вот это смотрят все. Вот смотрите, румына приводит в пример. Дебилизация. Причем, ну, как-то ей аж обидно стало. И у нее прям, она сейчас слеза сейчас потечет. Я вообще я испугался за нее, а она как бы она на свой счет восприняла и обиделась, или ей так жаль стало. Народ, который дебілізують соцсеті, представляєте? В тому числі вибори в Молдові, як росіяни, просто вкидуючи там, я не знаю, десятки мільйонів доларів. Россияне в десятки миллионов долларов в Молдове. Ах, слушайте, представляете, как россияне А россияне же победили в Молдове. В Молдове ж победили. Санду сейчас там ходит, дворы метет, подметает. В ці всі іпсошні операції, вони фактично дестабілізують суспільство. Вот так вот. Русские эти, тиктоки эти, дебилизация, вот это, дебилов из нас делают, понимаете? А мы что, мы ж умные? Посмотришь на Филатова, а у него прям интеллект на лице, печать интеллекта на лице. Выборы – это плохо. А может, просто страшно? Шпигель сегодня. Ой, какой материал, ой, какой. И за фотографию уж подобрали.
название «Человек, которого должен бояться Зеленский». Его выступление в Лондоне также было сдержанным. Хладнокровно-аналитически он изложил, как будет развиваться война в Украине. Это был совершенно иной тон, нежели тот тон, который использовал его президент. Пожалуй, наиболее очевидно, Залужный дистанцировался от Зеленского в конце своего выступления. В настоящее время ни одна страна не обладает военными средствами, чтобы остановить российскую войну против Украины, сказал он. Наблюдатели предполагают, что благодаря своей популярности и дистанцированию от прежней должности командующего он сможет организовать большинство против Зеленского. А? Какой звоночек? Ну это ж для дебета ж русские вбрасывают. Это ж русское ИПСО, вы что? Ну, смотрите, я специально не стал показывать вам это сегодня в шуме. Вы видели наверняка эти видео, где он вот это good morning, good morning, good morning to you по два раза не повторяет по-английски. Очень ужасный английский. Но выступил же, дистанцировался же от Зеленского. Смотри, какой у него хороший у Зеленского английский. Запроданец, а у Залужного, смотрите, какой наш английский. Вот как простой человек говорит по-английски. Да, посол. А что? Посол? Ну, простой же человек. Душа же человек. Голосуй за Залужного. Ну, в общем, разгоняют, смеются, конечно, все. Посол в Британии, ключевой стране, которая там для Украины, отправляет его, а он там ни б, ни м. У меня такое ощущение, что его специально Зеленский так попозориться и отправил. Не принять главкома Победы, ну так его как бы величают, железного генерала, не могли. Как они с ним разговаривают, это, конечно, сложно. Через переводчика посол — это позорище, это правда. Но, тем не менее, он думал, он его как бы сплавит. А он, смотрите, не сдался, и сейчас вот немцы пишут, что прям дистанцировался, и большинство сделает. Сам же Зеленский у него сушит мозги о другом. Он тут внезапно выдал сенсацию. Говорит, Трамп хочет устроить большую церемонию с одновременным подписанием всех документов в рамках мирного соглашения России и Украины. Значит, это отдельное соглашение Украины с Россией, Украины с США, из Украины и Европы, а также гарантии безопасности. А Зеленский же настаивает, что гарантии безопасности должны быть сначала согласованы и ратифицированы Конгрессом, а потом уже все остальное. То есть, кто затягивает переговоры? Кто мешает? Кто тянет команду вниз? Кто самое слабое звено в переговорном процессе? Конечно, Зеленский, но я не понимаю американцев. Вот меня мучает последнее, с экспертами беседуем, они вот как-то вот не дают ему как бы щелчка по носу. Вот сегодня там большие же мероприятия, кроме коалиции решительных, еще там вот этот Нордик, Ступ там зубы сушил, там другие представители, они все выступали, там все слово держали, Зеленский очередную порцию потужности выдал. И вот туда включили на этот, как я понял, это Нордик, да, по видеосвязи, а там почему так включили? Потому что разница часовых поясов. Утречка у Америки, и он включили Витков, он говорит, да, я подтверждаю, мы летим в Женеву, будем в Женеве, там с Ираном будем решать, и с Умеровым, конечно, пересечемся. Его включили Виткофа туди. Величезно, пане президенте, ми щиро віримо в цю зустріч. Ми вважаємо, що частина нашого плану полягала в тому, щоб завершити всі інші питання, а потім залишити територію лідерам. То есть... Витков говорит, да, мы искренне верим в эту встречу. Встречу Путина, Зеленского и Трампа. Америка как бы подыгрывает в этом отношении. Так, у нас багато роботи щодо території. Ми маємо пройти всі різні концепції. Існує багато різних способів думати про це, але ми щиро віримо в те, що російський президент і український президент мають якусь зустріч, яка не є, не означає... Тобто це робить дві речі. Підтверджує інші питання, які ми щойно обговорювали. Процвітання, економічний потенціал і можливості, кредит для української системи. Потрібні гроші, знаєте, борги, щоб вийти на ринок, багато капіталу. Отже, зустріч охоплювала б це, гарантії безпеки, але, можливо, найважливіше – територію.
Ми дуже в це віримо. І якщо це станеться, а я сподіваюся, що так, то можливо завершимо якоюсь тристоронньою угодою. Зараз зарано говорити про тристоронні формати, але ми продовжуємо працювати. Ми продовжуємо ходити на зустрічі. Як я казав, ми зустрічаємося не лише в Женеві. Думаю, що Рустем незабаром приїде до Флориди, щоб зустрітися з нами. І там буде тристороння зустріч. Я маю на увазі тристоронню між українською делегацією, російською делегацією, Джаредом і мною та нашими командами, ймовірно, протягом наступних 10 днів. Тож сподіваємось, що зможемо об'єднати двох лідерів. Так, дякую. То есть ему задали вопрос, ну, вроде как летит в Америку. Хотя вот Женева должна быть 26-го, но, видимо, Женевы 26-го не будет. В общем, посмотрим. На самом деле все очень быстро меняется. Это прям такой момент. Я вот сегодня новости видел, что 26-го будет Женева, Иран там и Рустем. Но тут, видите, говорит, Рустем приедет во Флориду, то есть в Америку, да, к ним, ну, в лобби, в гольф-клуб. А Рустем такой, что он может приехать и во Флориду, и в Женеву, и в Трикстер, и в любом. Они говорят, им хорошо. Почему Витков так поддерживает вот эту историю с встречей? Эта встреча очень нужна Зеленскому. Эта встреча о территориях очень нужна ему. Потому что эта встреча... Вот у Зеленского на самом деле, давайте проанализируем, попробуем с точки зрения выборов. Да, то есть его выборного блока и безальтернативности, чтобы ему никакой Залужный там с корявым английским не угрожал. Что ему нужно? Ему нужна четкая дата вступления в ЕС, желательно в 27-м году. Ну ладно, в 28-м, но четкая. И он скажет, смотрите, я принес вам ЕС, НАТО, да, не получилось, но гарантии безопасности какие. Плюс самая главная легитимизация – это от противника. Это самое главное. Смотрите, там люди, которые вам рассказывают, ну, это такие беллетристы, они политические, они любят такое. Вот, Зеленский там приедет, чего-то где-то, какой-то устроит перформанс, как-то... Послушайте. Максимум... Не, понятно, что он поднаторел. Ну, помните встречу в 2019 году? Он не знал, куда сесть. Но сейчас-то он-то сколько уже президент, да, сколько уже мимо сейчас бы точно что-то устроил. Ничего не устроит Зеленский. И более того... Но это опять-таки как предположение. Мне интересно, что вы думаете по этому поводу. Есть такой спорный, понятный вопрос. Я понимаю, почему Зеленский, и мне там разные эксперты говорят в эфирах, говорят, не поедет в Москву. А с Трампом поехал бы в Москву? Вот с Трампом. Слушайте. С Трампом. Трамп, у него не было визита в Москву. Ну, то есть он бы мог бы... Тут Зеленский его в Киев пригласил сегодня. Ну, через интервью, правда, по-идиотски, как обычно. Но он говорит, что, типа, Трамп не был в Киеве. Вот смотрите, все были в Киеве. Смотрите, никто не стреляет, все безопасно. Ну, потому что договорились, россияне не бьют. Ну, понятно, там Урсула, там всякие гости, да. То есть и никто... Там пустили какую-то там что-то тревогу, когда Байден ходил. Но Трамп же не Байден, по Трампу уж не будут стрелять. А если рассмотреть такой сценарий, просто в порядке гипотезы, в порядке бреда, ну давайте. Трамп едет к Зеленскому. У Зеленского ЧСВ, чувство собственного величия, еще возросло. Он ему ходит, показывает бучу, показывает все там бьют на слезу. Сегодня весь Киев стоял, а так вообще вся Киевская область станет. Все движения перекроют, везде поставят, все ПВО сгребут отовсюду, солдат везде, чтоб, не дай бог, там никто ничего. Трамп побывает, походит, посмотрит, возьмет. Вообще, конечно, тут же тоже пиар-составляющая. Возьмет и, например, ну он же как Трамп приедет? Он же не будет трястись в поезде вот это. Трамп не будет трястись в поезде. Трамп приедет на своем самолете в Борисполь, походит с Зеленским, там Зеленский ему поплачет, посадит на свой самолет и прямым рейсом в Москву. А после этого два варианта. Зеленский возвращается в Киев, ну, королем мира, признанным и Трампом, и Путиным, или как бывший президент Украины.
опять-таки, я предлагаю просто порассуждать в комментариях по этому поводу. Давайте вот так просто порассуждать. Потому что я думаю, что Зеленского много раз Трамп унижал. Я думаю, что если вот это все будет происходить и дальше, вот это петляние Зеленского, то это изощреннейшая форма унижения будет как нельзя кстати. Ну, по поводу Зеленского он, конечно, еще тот. Вот начинался день, да, молитва за Украину, а он еле сдерживал улыбку, потому что ему все так нравилось, потому что к нему все приехали, потому что он же со всеми, у него все на мази. На него, смотрите, этот Уитков ему включается, рассказывает, все же по плану, по плану затягивания. Одна только не по плану выступает, бьется бедная, бьется бедняжка Юлька Мендель. А помните, был период, когда роман им приписывали? Ну, такой, конечно, такой таблоидный. Ну, бывшая пресс-секретарь Зеленского, значит, пишет о том, что Зеленский оказался главным бенефициаром войны, находясь на грани потери власти в 2021 году. Война позволила ему процветать, зарабатывая на всех аспектах. Наша демократия находится в хрупком состоянии, едва ли отличается от любого автократического режима, ограниченная свобода слова, ослабленные институты, нарушение основных конституционных прав. Короче, ой, беда-беда. Беда-беда. Что происходит? Ну и там стоп-война. Отрабатывают Мендель, ну или за Мендель, потому что там любят вместо нее эти посты писать. Видимо, это тоже какой-то такой, вот опять-таки, фейк, что это Мендель обгадила Зеленского, это, видимо, тоже отсылка к чему-то этакому, непонятному, личному, да, которое могло быть, или которое, там, на которое намекалось когда-то. Но больше всего цинизма во всем происходящем лично для меня вызывает, конечно, вот эта медиа-поддержка и медиа-отработка. Филатов говорит, дебилизация соцсетей, так они живут соцсетями. Откопали по случаю праздника, я в кавычки беру это слово, вы не пишите, что там шелест, праздник. Я так называю в формате нашего сегодняшнего шума. Для этих чертей это праздник. Так вот, в формате этого праздника откопали еще, отрыли Стивена Кинга. Ну, ему же рассказали, Стивен, ну, дед, ну ты же получал хорошие гонорары там, да, вот это за поддержку Украины. Ну, запиши, что эти стоят там 30 секунд на телефон. Говорит, ну окей. Hi, this is Stephen King. Привет, говорит, это Стивен Кинг. And we were with you people 4 years ago, and we're with you now. Мы были с вами 4 года назад, и мы с вами сейчас. И взгляд, смотрите, какой проникновенный. Ух, какой проникновенный взгляд. Прям верить хочется ему. Лежа уже как-то полулежа записывают. Как бы можно рассмотреть все содержимое ноздрей Стивена Кинга, но это детали. Это ж детали. Главное же посыл. Были тогда с вами. Были и сейчас. Вообще содержимое ноздрей не надо рассматривать, особенно когда речь идет о поддержке страны, где Зеленский глава, хоть и просроченный. Slava Ukraini. Be strong. Слава Украине! Будьте сильными! А как быть сильными? Донатить, конечно. Вот смотрите, Стерненко, советник Федорова, который там сегодня новый план войны всем опубликовал, говорит, донатьте. Сегодня четвертая годовщина полномасштабного вторжения в войне, которая длится 12 лет и не останавливалась столетиями. Столетиями не останавливалась война. Представляете? Столетиями воевали украинцы. Обязательно помогите нашему войску. Кстати, сегодня Зеленский ввел на российских историков санкции. Ну, это, наверное, потому что он сам не любит историческое дерьмо, и Стерненко говорит о том, что война 12 лет, но не останавливалась столетиями. В общем, 24 число, задонать 24 гривни. Гривни страны, которая до сих пор стоит.
по-моему, что-то эротическое у него проснулось. В смысле, страна, которая до сих пор стоит. То есть все уже произошло, как бы извержение вулкана, а она стоит, эта страна. Гривни, которые помогут принести россиянам кару. Ну, наказание, кару. Говорите, делайте утренний донат. Утренний донат, потому что до сих пор стоит. Понимаете? Советник министра обороны. Будущее украинской политики. Будущее. Ну, ладно, там стоит. Она еще будет расти, увеличиваться, страна, до своих прежних размеров. Зеленский же четко говорит, что надо донять, потому что все равно рано или поздно вернемся к границам 91-го года. Але справедливе повернення всіх територій все одно відбудеться. Я в цьому абсолютно переконаний. Найголовніше на цьому шляху – нічого не визнавати і не робити кроків, які були б незворотними. Смотрите, а вот тут, ну, опять-таки, я опять не хочу никого, и я и всех призываю, не надо никого никогда судить, да, по интеллектуальному развитию, по подкованности, по там, талантам. Вообще каждый человек, он как бы талантлив по-своему, каждый там разбирается в чем-то своем, да, там, кто-то знает, как там, подковать кого-то, кто-то знает, как там кран прикрутить, кто-то знает, как крыши ремонтировать, кто-то знает, как одежду продавать и обувь, кто-то как фотографировать, кто-то как сценарии писать, фильмы снимать, кто-то знает, как у станка стоять. Не надо. Но с точки зрения подготовленности и вот того обилия интервью видно было, что Зеленский не вывозит. Ну, он там белорусам, немцам, BBC, CNN, короче, кому только не дал за последнее время интервью. И у него же как? Для того, чтобы не сбиваться, ему надо ловить вот этот поток сознания. Он с поток он поймал. И вот он сейчас говорит в этом, почему я выбрал этот фрагмент, это немцы. Он там в этом про выборы там рассуждает, пойду, не пойду, в этом же, с этим же интервьюером немецким. Да, немецкий, кажется. Так вот, он говорит то, что у него на уме. Смотрите, важно ничего не делать такого, что нельзя будет переиграть. Розумієте? Це найголовніше. Нельзя этого делать. Так они ухандокали Минск. И он его как бы учит. Ему так прикольно, он с позиции учителя. Надо делать так, чтобы никогда не надо, чтобы раз и навсегда. Но проблема в том, что война это как раз-таки, ну почему не? Потому что раз и навсегда есть жесткие условия. Значит, Россия может подвинуться с условий, Украина может, ну, обязана будет подвинуться. Но эти вот моменты, которые они подвинулись, они раз и навсегда. Это будет называться мирное соглашение, это война на вот эти 30, 50, 100, 150 лет. Короче, это вот но это, а Зеленский этого не хочет подписывать. И вот он тупо проболтался. Поэтому референдумы – это все, ну, такой форшмак. Это все перемолотая, передавленная история, вообще не имеющая смысла. Его даже там нардепы говорили. Вот есть такой нардеп Євтушок. Он рассуждал по поводу референдума. Тому, напевно, буде проведені якісь вибори за закритими списками, але ще додатковий механізм. От ми бачили, вже там Смілянський намагається пропонувати через Укрпошту це зробити. Ну, теж така собі історія, дуже сумнівна, бо тоді вже краще не через листонож і ці машини Укрпошти, тоді вже краще через якийсь банк, там, де є машини броньовані, там, які перевозять гроші, там вже більше безпеки. Значит, бронированные должны быть. Бронированные бюллетени, бронированные. Смелянский там предлагает, давайте по почте. Ну, он же как, он же американский налогоплательщик. Американский. Он говорит, это идиоты эти, тупые эти украинцы, которые идут на минималку, когда в Украине можно найти работу вообще миллионная зарплата, огребать и заколачивать. Бо гарантії про перевезення бюлетнів вже ніхто й не дасть. Виглядає бутафорна така пропозиція від Смілянського і нереалістична.
Але, ну, будемо Ну давайте, знаете, как-то возражаешь, предлагай, предлагаешь, делай. дивитись на ситуацію, ще раз кажу. А от референдум з одним питанням, подейкуючи, може бути проведений в дії. Вот так вот, в Дие. В Дие референдум с одним вопросом. Сколько раз голосовали, выбирали представителя на Евровидении, например, да? Или опросники там проводили в Дие. И вот нормально, референдум в Дие. Федоров, когда еще был в Минцифре, говорил, не, ничего не будет, это все ерунда, не будет никаких... А референдум, опрос. Ну, возьмем опрос и на него... Да, может быть, в Дие. Выборы нет, а референдум, да. Ну, вот как-то так. Тем более вот эти бусики, о которых там говорит Евтушок, критикуя Смелянского, которые должны типа защищать бюллетени, чтобы никто не подтасовал голоса, они вообще нужнее сейчас. Где? ТЦКшникам. ТЦКшникам нужнее. Винница. Потрясающая просто картина маслом. Значит, едет велосипедист. Я помню, было выражение «крути педали, пока не дали». Ну так, сбили мужика. Все, иди сюда. Ваши документы. Где там полицейский? Да в машине сидит, отдыхает. Он начинает поднимать крик, типа, помогите. Мужики говорят, что вышел, а что вы тут делаете? Тут женщина подъезжает на автомобиле. Выскакивает и говорит, начинает ругаться с ними. Помогите, кричит, помогите. Ну, они тут... Они кричат его на него. Ну, в общем, толку. Пусификация состоялась. Но это же что? Это ж все, искусственный интеллект. Это ж все неправда. Понимаете? Это вообще, с другой стороны, все вранье. И даже Зеленский в этих своих интервью говорит, есть там, конечно, такие случаи, но вообще много фейков, много искусственного интеллекта. Так вот это, например, искусственный интеллект. Искусственный интеллект. Да. Вот, пожалуйста. Вот тоже ж искусственный интеллект. Отпустите инопланетянина, вы же видите, что он с другой планеты, блядь. Ну, вот так. Это все видите как. Это планетяне, опять-таки. Марсиане. Почему это как бы толкает эту историю Зеленский? Да потому что это вот прям, как это, центральная линия. То есть, когда переназначали Федорова, помните, это же вот 3 недели назад, давали ему задачу, сделай нормальную мобилизацию. Нормально. Он даже там видосик запилил. Мы работаем над системой. Ну вот, пожалуйста. Так вот они, смотрите, вместо того, чтобы отработать систему и убрать мобилизацию, они просто решили сделать ход конем. Они все вот эти случаи объявили ложью, фейком. Днепр, ТЦК. Так і говорять. Ми ж не враховуємо і не думаємо про те, що сьогодні група повіщення спрацювала нормально. Да? В цій ситуації хтось може бути винен. Значит, Артем Тарасян, представитель ТЦК, говорит, как-то он разнервничался, да, вот спорят же они же спорят между собой, он же чувствует какую-то вину, он нервничает, говорит, ну вот вы говорите, бусификация, мы ж не говорим, когда нормально бусифицируют. Ну, не говорим, когда нормально. Мы же говорим только, когда какая-то история приключилась, а когда нормально молчим, несправедливо. Хтось може бути не винен, ніхто не знає. Багато відео, які поширюються в соціальних мережах, вони є і згенеровані. Це інформаційне поле. Зараз сучасна система дозволяє згенерувати будь-яке відео. Поняли? Любое видео можно, он пришельца засунуть. Любое видео. Співставити один сюжет з іншим. А потім на фоні цього відбуваються запити народних депутатів надати пояснення за такими-то подіями, які були викладені ось 3 дні тому. А этого не было. А они еще депутаты, эти придурки, понимаете, не могут искусственный интеллект отличить от реального случая. Запросами бомбардировали. А у нас, говорит, не было такого. Розглядаєш матеріали, які були викладені в соціальній мережі, да, там, чи в пабліках, Телеграм і так далі. Відразу встановити, що це військовослужбовці територіального центру, неможливо. А, подождите, то есть это тут о другом. В
принципе, это может быть и не искусственный интеллект. Но просто непонятно, что это, кто эти люди. Ну, кто это? Это, может, настоящий, может, не настоящий. А как вообще разобраться? Тому що майже 70% людей зараз практикують так, що носять військову форму. І сказати про те, що це саме були дії ТЦК на цьому відео, я не можу. Вы понимаете, какая проблема? Я вот сижу и думаю, 70% в Украине носят военную форму. Прям ходишь по городу, все в военной форме. А виноваты ТЦК. Я не бачу. Я бачу людина в військовій формі. Все, зараз я бачу. Я не можу встановити, який саме РТЦК. Чому ці дії призвели до таких наслідків? Да не нервничай, маленький. Такое ощущение складывается, что я где-то, ну, как бы подрались на перемене, и у директора школы, вот это вот сейчас объясняем. Да я вообще не... Это он первый начал. Нет, он первый. Я вообще его не трогал. Я вообще не знаю, кто это. Хто винен в цих діях? Чому так спровокувалась така ситуація? 90% цих відео, вони вирвані з контексту. Що ми бачимо? То есть, подождите, уже не искусственный интеллект. Вырванный из контекста. А кто вырвал? А что перед этим ел, пил? Может, отравили? Новичком? Відео починається з того, що там бійка, що там крики, що ми не розуміємо, що відбувається, але подається з того, що от ТЦКшники, вони порушують. І всюди йде такі дописи, розголос. Ми не знаємо, з чого воно почалося. Вообще непонятно, с чего. А с чего началось? Начало где? Ну вот вы видели, вот с чего началось вот эта Винница Поквалова? Вот с чего началось? Ну, только что вот видео. А вот это, наверное, искусственный интеллект. Это тетка с номерами реальными, машинами Винница. Ну вообще, ну с чего началось? Вы ж не знаете, что дальше. Может, они вот до этого с ним дрались, он их побил, а потом ехал на велосипеде, и они его узнали. Начало может быть вообще... Подождите, вообще может быть начало в 22 году, и это вообще Путин во всем виноват, это вообще агент Путина. А может, это член Совета Федерации какой-нибудь, который там, да? О, Нарышкин. Нарышкин это ехал. І коли ми починаємо розбиратися, з чого почалася дана ситуація, що зазвичай громадянин або я не буду показувати документи, все це відбувається в грубій формі, буває, що це штовханина, що це нецензурні висловлювання, да я вам не вірю, що ви були на війні, або ще там гірше кажуть, та чому ти там не залишився в окопі, звісно, люди... Представляете, такое сказать? Что ты там не остался в окопе, а приехал тут меня паковать? Нельзя такое говорить. Не по-христиански это. Людина, яка вона вже опалена цією війною. Опаленная войной, обожженная войной, обожженный волной человек. В неї реакції трохи інші. В нас групи психологічної підтримки персоналу постійно щодня займаються цим питанням, проводяться бесіди, проводяться інструктажі з групою оповіщення, всі моменти проговорюються, в нас є алгоритми, як виходити з конфліктних ситуацій, додатково наші цивільні працівники. То есть, смотрите, там это ж ТЦК, это целый муравейник. Там каждый вот идет на оповещение, и он с психологом, понимаете, с психологом говорит. Вот я специально сегодня не даю вам много этих видео, да, их куча на самом деле. Интересно, а о чем он вот этот... Давайте на примере вот этого задержания в Виннице, как бы без такой жести особой, хотя есть что показать в последнее время. Вот о чем они говорили с психологом? О чем? Может, это просто человек, а он, ну, как бы на фоне войны, на фоне того, он же служил же, точно служил. Это там люди не верят, а он же был на фронте. И вот на фоне травмы фронта у него вскрылась боязнь велосипедов. Боязнь. Он маленький мальчик, когда-то упал с велосипеда, очень сильно ударился, а вот это все вспомнил организм. И вот он видит велосипедиста и хотел его, ну, как бы защитить от возможной угрозы. А тут начинал с ним, сбил его с велосипеда, с пути этого, шел по наклонной на своем двухколесном байке. А тут ему говорит, пошел вон. Ну, то есть, и вот слово за слово, и вот началось вот это. Мы же не понимаем, с чего началось. Сегодня распространили видео, и вот в этом духе проофисные телеграм-каналы начали его комментировать. Одесса. Тянут буквально от печки повара
в общепите. То есть кричит он: дай одеться, дай одеться. Нет, не дадим одеться. Это все снимают, люди возмущаются. Одесса. Дай одеться. Как комментируют? Смотрите, непонятно кто, шевронов нет. Это вообще может быть искусственный интеллект. А это может они просто постанову какую-то сняли. А обвиняют ТЦК, что это мобилизация. А может это какие-то спецслужбы кого-то. Вообще не пойми что. Чего вы на светлое имя ТЦК как бы бросаете тень? Да потому что вы сами бросили на себя тень. Сами. Вот что люди говорят об их отношении ТЦК. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до дій ТЦК? Та негативно, як багато друзів, то машини все б'ють, то ловлять, навіть заброньовані, мене особисто пакували збройні. Тому як до цього можна нормально ставитись? Дуже шкода, що так. Знову ж таки, в акторки ми постійно стикаємося з питанням, що типу гастролі зараз це важко. Це погано. То есть они актерки, ну, актрисы. И очень тяжело. Постоянно с этим сталкиваемся, очень тяжело. Дуже зручно з Києва з дивана критикувати, як погано веде себе ТЦК. І дуже незручно тим, хто там знаходиться. Ну, скажімо так. В ТЦК, конечно, неудобно. Ну, неудобно. Надо, чтобы удобнее было. Дії реально не завжди відповідають правовому полі, здоровому глузду, бо коли тебе як свиню заламують і запихують бусик перед ногами, країна, механізм країни, да. А захищати цю країну бажання додаткового не виникає у людей. Да ладно. Наоборот, кажется. Они ж потом все после этого становятся добровольцами. Ну так нам рассказывают ТЦКшники. Суперечливо. Бо з однієї сторони треба, а з другої сторони десь є порушення прав людей. Ну, смотрите, говорит, надо. Надо. Человек уже явно не мобилизационного возраста, к нему не подойдут его. Хотя там и пенсионеров по стране, по глубинке газом запшикивают, документы проверяют. Говорит, сомневаюсь. С одной стороны, конечно, надо. Надо. С другой стороны, конечно, нельзя права человека нарушать. Це несправедливо. Ну, я не дуже знаю дії методи ТЦК, бо в мене немає знайомих, які там працюють, щоб я знала. Ну, якщо це такі єдиничні випадки, то це погано, да. Для когось просто це взагалі не окей. А хтось навпаки каже, ну, ми живемо в Україні, в кожного чоловіка, в кожного громадянина є такий обов'язок, як захист вітчизни. Кожен свою позицію підтримує. Відношусь так само, як і більше частина чоловіків, особливо 25+, тобто не дуже позитивно, тому що є багато моментів там, де вони дійсно виходять за свої повноваження і роблять те, чого насправді не мають робити. Ну, то есть абсолютно честный опрос. Люди боятся говорить, боятся критиковать. Они говорят, ну, может, да, может, нет. Но все говорят однозначно, что это беспредел. Это беспредел. И это не искусственный интеллект. А это вот прям система. Система государственная. Плюс эта система, ну, скажем так, уже раздевает роток давно, причем на 18-летних. Подобається, не подобається, добровільна примусова мобілізація. Це те, щоб, я думаю, що тоді би сам справу краще, насправді, по особовому складу. Ну, ми так уже не зробили, тобто це треба робити зараз, в такому випадку. Я твердо переконаний, на превеликий жаль, що ми будемо мобілізовувати з 18 років. Це реалії, з якими нам можливо придеться стикнутися. Але швидше за все, як показує практика, ми почнемо їх мобілізовувати тоді, коли вже треба було це робити ще вчора. Вот так вот. Значит, смотрите, когда начнут мобилизовывать 18-летних, то это уже все. Кирдык. Потому что мы ж опаздываем, практика так показывает. Но 18-летним приготовиться. Многие 18-22 не уехавшие говорят, что да ладно, что там той войны. Она сейчас закончится. И, в общем-то, и нормально. Ну и до 25 не дотянет, до моих 25. И не уезжают. Правильно делают. Надо верить, что война закончится. Но, судя по логике вот этих товарищей, как раз-таки в финале, в самом финале, наверное, что-то такое эдакое и примут. Отчаянное, тотальное. Все же говорят, Россия проведет мобилизацию. А Россия может тоже сделать хитрее. Взять и объявить у себя мобилизацию, но ее не проводить. И на этом фоне полетят все быстро вот эти отсрочки и все остальное, и страна вернется вообще в хаос, который продлится, ну, несколько месяцев на первом этапе точно, а дальше вообще может привести к непоправимому. То есть это же тоже игры, это тоже война, это тоже политика.
Поэтому этот инструмент не может быть использован страной. Это нарушение не просто прав человека, это путь к проигрышу. Хотя и так на пути проигрыша. И я как бы не советую и не хочу, чтобы не народ, а вот именно вот эта власть чувствовала себя победителем. Но смотрите, это же логика. Логика противостояния. Они запустят эту мобилизацию. Запустят, но уже тогда опять, когда будет поздно. Как в самом финале. Ночь темна перед рассветом, но, судя по всему, еще не ночь, а вечер. Хотя уже и так достаточно тяжело, и очень много смертей, трагедий и ужаса. Поэтому, как говорится, 18-летним приготовиться. Но есть генерал, уже наш знакомый генерал, он уже не новоиспеченный генерал, а уже сколько времени прошло, да, вот 2 часа еще с момента того, как мы его новоиспеченным называли, который в офисе президента, зам офиса президента, главы офиса президента, генерал Полиса, он вообще смотрит оптимістично на мобілізацію. Минулого місяця я був у кількох бригадах і у кількох корпусах. Так справа почала працювати, відповідно, мобілізовані люди вже перші потрапили безпосередньо у бригади і розпочали підготовку. Тут отримав позитивний відгук і від командирів корпусів, і від командирів бригад. Вони налаштовані оптимістично, насправді дуже радо зустріли таке рішення президента. А, до речі, ви в тому пості після поїздки по фронту пишете, що стали впевненіші. А що ви маєте на увазі? Впевненіше. Поясню, я не буду називати номер бригади і прізвище командира. Я пам'ятаю його рік тому. В бригаді була дуже складна ситуація. Вона була на такій важкій ділянці фронту, несла втрати і в особовому складі, і у позиціях. Командир виглядав таким... Заклопотаний? Заклопотаний. А цього ж разу, коли я завітав до них в бригаду, у нього вже на обличчі навіть з'явилась посмішка. Він дуже радо розповідав про їхні успіхи, про плани, про те, що вони наростили, що вони збираються у найближчим часом зробити, які операції проводять, яким чином працюють з безпілотною складовою, як працює у них НРК, і які нововведення вони у себе запровадили у підготовці. Тобто, видно, бригада ожила. І це дуже приємно відзначити. Це заслуга не тільки командира, це і всієї команди, всього колективу, а всіх бійців. Вони вчасно змогли стиснути кулаки, і вони досягли успіхів. І це дуже приємно відзначити. То есть он рассказывает историю, когда бригады, у них вообще не было людей, все, но ничего, пополнили, смотрите, пополнение пришло, и все хорошо, и смотрите, жизнь завертелась, закрутилась, воевать стали, разрабатывать все, улыбаются, как Зеленский на молитве за Украину в годовщину войны, улыбаются, все хорошо. Я приезжаю, он говорит, нормально все, нормально, радуются. Отлично, еще так повоюем. А представьте, еще 18-летних туда добавить. Самое главное, запретить вообще все, откуда исходит вот этот негатив. Потому что вот это обрезают видео, показывают, с чего началось, не показывают, вот это вот все дискредитируют, искусственный интеллект этот. Не можешь победить, значит, надо отмени. Отмени тогда. Отмени и не парься. Причем вот интересно, что сегодня отменой Дурова разрывает интернет. Российская газета утверждает, действия Дурова расследуют в деле в содействии терроризму. Отмечается в статье, что по данным ФСБ теракт в Крокусе в марте 24-го координировался через мессенджер. Соответственно, да, то есть Дуров виноват. Причем интересно, что сам Дуров подтвердил это дело, да, в содействии терроризма. Россия возбудила против меня уголовное дело за пособничество. Каждый день власти выдумывают новые предлоги, чтобы ограничить доступ россиян к Телеграм, стремясь подавить право на неприкосновенность частной жизни и свободу слова. Печальное зрелище государства, боящегося собственного народа. То есть, вот так ответил Дуров. Причем начали в сети вспоминать сразу слова Пескова, когда у него были такие же проблемы во Франции, где он говорит, так а что, мы должны, давайте запретим Рено, потому что там какие-то похитители или злоумышленники ездили на машине этой, скажем так, этой марки, да, французской. А сейчас вот типа делают то же самое. Некоторые там начали вспоминать, как тогда, когда были проблемы во Франции, шаман
который недавно лизнул Байкал и стал героем обсуждения в российской там, благосфере или там, в интернете, да, который обратился тогда к Дурову. Паш, родной, свободно и легко дышится только в России. Возвращайся домой. Здесь тебя всегда помнят, ждут и любят. И срок ждет за пособничество терроризму. Не, ну если лизнуть Байкал, конечно, напиток хороший вообще. Байкал. Лизни Байкал, и срок пройдет. В общем, ситуация, конечно, жуткая. Я против любых запретов. YouTube, Telegram, это все на самом деле мертвому припарке. Но поразительно, лично для меня поразительно, что это совпадает с... И сегодня тоже стало это на повестку дня. Ну так теракты же. Смотрите, Львов, Николаев, Днепр, подрывы полицейских, участок, стоянка, по вызову полиция приехала, подрыв. И у нас начальник полиции тоже говорит. Нет, он, конечно, понимает, что он не может сейчас выходить и говорить, давайте запрещать Телеграм. Он говорит, давайте ограничивать Телеграм, говорит Зеленский. А ограничивать как? Ну, раз как в России. Юрчишин, Комітет свободи слова, з цим носиться очень давно. Зараз після терактів знову заговорили про можливі обмеження Телеграма. Чи дійсно технічно його можна обмежити, чи він може бути повністю заблокований? Що саме можна зробити з цим в Україні? Я вообще, если честно, в шоке. Как он выглядит? Как вообще он стоит в худи? Это вот человек за свободу слова отвечающий, человек, который борец с Машей и Медведем, мультипликационным сериалом российским. Ему задали вопрос, да, по поводу Телеграма. Найпростіше це, звісно, повністю заблокувати. То есть какой-то вот это вот, да, представитель народа говорит, самое простое, конечно, просто заблокировать. Ну, мы же не ищем простых путей, правда? Технічні можливості для цього є, плюс досвід є 2017 року, коли були заблоковані Телеграм і Одноклассники. Ну, то есть мы уже блокировали Телеграм в 2017 году, и Одноклассники тоже. Перепутал с ВКонтакте, ну, да, ВКонтакте, Телеграм, так ему какая разница. Але для цього потрібна політична воля, бо це рішення РНБО про введення санкцій, які вводяться в силу указом президента. Санкции. Вот на меня санкции, да, и заблокировали. И на Телеграм, на Дурова надо санкции ввести. Вообще эти россияне какие-то глупые, там вот статью, санкции надо ввести. И все. Знову ж таки, політики дуже рідко роблять непопулярне. Телеграм популярний, 70% користувачів користуються цією платформою, яка дешева, зручна і тому подібне. І хоча альтернативне є, але вони не в звичках українців. Тому... Нет, дело не привычки. Дело в том, что WhatsApp прослушивается вот так, считываются сообщения, все это делает только вообще на раз. Нет системы безопасности. Вопрос, что жизнь и время небезопасная, а связи безопасной нет. И когда ты по закрытому каналу связи, ты должен отдавать себе отчет, с кем ты беседуешь, потому что анонимность – это хорошо, ну, это безопасно, но и опасно в том числе, потому что ты не знаешь, кто условно на другом конце гаджета, ну, в смысле, провода, ну, в общем, у другого гаджета. И, соответственно, как ты там себя ведешь с этим человеком. Зараз більш ймовірним розглядається варіант деанонімізації користувачів Телеграму. О как! То есть, деанонимизация. Во-во! То есть, смотрите, это уже интереснее. То есть, мы не будем запрещать или ограничивать, мы будем делать так, что твой Телеграм, твой там аккаунт, твой вход в Телеграм по паспорту. Тут найбільша проблема в тому, що цей процес неможливо здійснити, якщо не буде співпраці з адміністрацією Телеграму. А Павло Дуров до останнього, в принципі, уникав будь-якої комунікації з Україною. Ну, як показує практика, його сервери в Росії, тобто Телеграму, його дуже багато співробітників в Росії, які де-факто є заручниками режиму. І навіть якщо припустити, що після навчання в Академії ФСБ Павло Дуров досі лишається так званим хорошим русским, хоча ми в Україні прекрасно знаємо, що означає термін «які хороші русські». То есть нет хороших русских. И Дуров тоже не хороший русский.
Вообще нет хороших русских. Академия ФСБ, у него там серверы, у него там... Так а что Россия его запрещает, раз у него там серверы и сотрудники в заложниках? Так взяли бы через сотрудников по-тихому, без всяких этих шума и пыли, всех нашли. Что-то, видимо, не складывается. Ну, в общем, Телеграм пророссийский. Якщо температура 36 і вище, це навряд чи досить хороше, все одно виглядає так. То есть вы поняли, да? Если температура тела 36, да, и выше, это не очень хорошее. Это типа намек, что хороший русский, мертвый русский. Стоит депутат, герой из сериала «Наша Раша», там, где говорят, да ты успокойся, вот это вот немножко... Ну, просто не хочется ругаться, поэтому подбираю слова. Не смотрите, что я так косноязычно. Не хочется просто чмошника называть чмошником. Он говорит, вот это вот все, понимаете? Но он себя вправе, вот он же, как бы у него позиция такая, он в Верховной Раде, да, он же отвечает за свободу слова и рассказывает нам, что хороший русский, мертвый русский, понимаете? Потому что температура тела у него 36,6. Навряд чи нам вдасться без якогось батога, тобто можливості великих санкцій, аж впритул до блокування, хоч якось примусити Телеграм піти на контакт. Тому поки що деанонімізації підходу про нього говорять, але пропозицій по ньому фактично немає. Дуже сподіваюся, що після заяви Ірини Верещук, що після позиції МВС і Служби безпеки України ми нарешті отримаємо такі пропозиції. На вашу думку, в найближчі місяці вже можуть бути якісь зміни? Ну, я думаю, що я дуже сподіваюся, що досить смертей для того, щоб ми почали з цією справою займатися впритул. Хватит умирать. Запрещай Телеграм. Хватит уже вот этих смертей, хватит этих терактов, хватит вот этих всех, вот этого развода там, да, вот этих там ужаса этого хватит. Давай запретим, хватит умирать. То есть не хватит умирать, давайте закончим войну, а хватит умирать, давайте запретим Телеграм. Тому дуже сподіваюся, що будуть якраз найближчі місяці, бо якщо найближчі місяці не буде, скоріш за все, це під з новим шаром забудеться і активізується, на жаль, знову під час чергового теракту, який будуть здійснювати українські громадяни, завербовані через Телеграм. Депутати готові відмовитись від Телеграму? Я думаю, ні. Бо вони завжди будуть казати про те, що, дивіться, в президента Телеграм є. Я думаю, что депутаты не откажутся от Телеграм, потому что у президента Телеграм есть. Вот так вот. Это какой-то, не знаю, это как шарики за ролики, понимаете? Это какой-то идиотизм. Это какой-то вообще просто бред. Но это наша реальность. И это то, что роднит Россию и Украину по поводу Телеграма. Надо запрещать. Надо деанонимировать, анонимизировать. Ну, короче, делать открытым. Понимаете? Сегодня сообщили о том, что задержали 2 человек, которые старлинки помогали российской армии, собственно, в общем, регистрировать аккаунты. Представляете? Представляете? То есть люди через... насколько я вижу, это вряд ли WhatsApp, но это, наверное, Telegram все-таки, были завербованы. Значит, правда, там в новостях пишут какую-то ересь, что там 30 гривен нужно было для того, чтобы зарегистрировать. Задача была его прийти в ЦНАП и, в общем-то, поставить на учет в Украине. Зачастую, опять-таки, в чем прелесть и беда вот этой анонимности одновременно, что просят как бы от имени украинских военных в том числе. То есть сними кружочек в СНАПе или с талоном в руках, хорошо, значит, созваниваются, вот, пожалуйста, серийный номер этого Старлинка, номер аккаунта, распечатала, заходишь в ЦНАП, просишь внести Старлинк в белый список. Ну и тут, пожалуйста, нескольких этих моментов. Дальше там интересный момент, пишет типа, ну как дела, а потом связь пропадает, и СБУ накрыла этих людей, которые пытались зарегистрировать для русских Старлинки. Для русских.
Ну, в общем, как бы и Starlink уже перестает быть анонимным, свободным. То есть эта анонимность будет теряться чем дальше, тем больше везде, во всех странах, во всем. Потому что везде ищут какую-то угрозу. Ну вот в России говорят, что через Telegram госпереворот будут готовить или готовят. Поэтому надо срочно удалять. YouTube и все. И вот поэтому зарождается вот эта вот эра VPN. Ну, VPN тоже, собственно, будут прижимать и прижимают законодательно в той же России. В Украине просто до этого еще не дошли. Но, судя по всему, это следующий шаг будет. И мир будет делиться на такие, знаете, деревни, интернет-деревни, где ты друг к другу сможешь только через окошко подглянуть, да, или через там форточку что-то крикнуть. Потому что всем страшно. Всем страшно, и всем есть что скрывать. Потому что трактовать твою, например, частную переписку или какую-то другую переписку могут как угодно. Поэтому люди не хотят в незащищенный мессенджер. Потому что люди не доверяют системе, система не доверяет людям. Это такая почти что революционная ситуация на фоне войны и угроз, безусловных угроз, которые несет эта анонимность. Но причина-то не в Телеграме, причина-то в войне. В войне причина. Ну и в идиотизме. Сегодняшняя новость. Гераскевич, тот, который шлемоносец, призвал забрать у беглеца Бубки звание Героя Украины. То есть чувак, который ничего не сказал о том, что он вот эти деньги, он вообще, говорит, ничего пока не получал, то есть, получается, вроде Ахметов наврал, что дал ему 10 миллионов. Другие люди, которые собирали ему деньги, говорит, ничего не получал, ничего не знаю, ничего нет. Как бы, а ему уже говорят, давай, мол, отправляйся и, собственно, раздай хотя бы родственникам тех людей, которые у тебя же на шлеме, раз ты за это, собственно, выступал, а не за пиар политический. Ну, как бы нужно же поддерживать эту историю. Пока прогрета аудитория, нужно же новые цели выбирать. Вот и выбрали олимпийского чемпиона, бывшего, кстати, председателя Национального олимпийского комитета Украины, человека, который достиг своих высот, мировые рекорды устанавливал в прыжках с шестом, луганчанина, кстати, дончанина, там в Луганске он прыгал тоже. Дончанина его так принято считать, вообще он луганчанин. Короче, Сергей Бубка, легендарный спортсмен, его лишили стипендии, там, он как бы не поддержал войну, он в забвении, он, собственно, его надо лишить, так сказать, его наград. И кто будет решать? Гераскевич. То есть человек, который не заработал ни одной медали, будет легендарного Сергея Бубку лишать. Причем запустили целую кампанию. Подключился и депутат. У этого хоть медаль есть. Но депутат, потому что, видимо, у него есть медаль, и он прекрасно понимает, что его медаль тоже могут отобрать, и его тоже могут как бы обнулить и вычеркнуть вообще из спортивной истории. Он более сдержанно говорит. Значит, Бубка должен четко высказывать свою позицию. То есть не молчи, выйди, выскажись, и тогда не отберем у тебя ни Героя Украины, ни стипендию, ни медаль. Выходи, высказывайся. То есть ты не просто спортсмен, ты не просто легенда. Ты должен высказывать свою позицию. Сегодня подписчик в рубрику «Колобок. Куда мы катимся», к которой мы потихоньку подкатываемся, значит, мне прислал вот такие очень интересные, скажем, очень интересные документы. Это реальные документы. Человек, значит, является членом сборной, значит, членом сборной на Олимпиаде. Делегация имеется в виду. Не сборная, а делегация, не спортсмен. Как только мы, пишет он, прибыли в Италию, всем атлетам и тренерскому штабу раздали вот такие
правила общения с прессой еще как бы заставили какой-то непонятный документ подписать, типа он согласен с обязанностями. В сборной отношение к этому неоднозначное, и к тому же непонятно, какие санкции будут за то, что вот если вдруг нарушить чего. По моему мнению, пишет пользователь, это полный маразм. Уважаемый пользователь, я с вами полностью согласен. Значит, это информационное согласие, сфотографированное человеком, то есть, как бы реальная фотография. А что тут, под чем эти спортсмены на Олимпиаде должны подписать вот это свое информационное согласие? Значит, вот как это выглядит, собственно. Нет, правда очень интересно. Значит, выглядит это следующим образом. Значит, из-за того, что вот написано, да, то есть рекомендации для членов официальных делегаций на Олимпиаде. Из-за сложной внутренней и внешнеполитической ситуации с целью продвижения национальных интересов и позитивного международного имиджа Украины членам олимпийских делегаций настоятельно рекомендуется во время общения с представительным СМИ отказаться от обсуждения таких тем. Проблемы коррупции в Украине, проблемы в армии, сложности мобилизационной кампании, критика деятельности ТЦК, сложность подготовки украинских атлетов в Олимпиаде, ну и, собственно, нехватка государственного финансирования, в общем, но нужно активно продвигать и комментировать такие темы. Необходимость усиления экономической, политической, военной помощи, вклад украинской армии в защиту европейских ценностей, высокий моральный боевой дух, героизм, жертвенность, недопустимость участия в Олимпиаде атлетов со стороны агрессора, необходимость вернуть украинских беженцев в Украину и перспективность их реинтеграции. Ну, короче, гуманитарный и социальный вопрос поднимать. Смотрите, насколько эти рекомендации правдивы или нет, это как бы источники сообщают мои. Это может быть, конечно, и фейк, как скажут, искусственный интеллект. Это Шелест вот сейчас сфотографировал на столе у себя и показал. Это могли просто кто-то ввести в заблуждение Шелеста. Он не может же проверить, человек не хочет называть свое имя, какой он член делегации, ну да, вот где он, среди скелетонистов или среди биатлонисток или среди, ну, кого, да, этот член делегации. Поэтому это все фейки, непроверенная информация. Ну, давайте предположим, что это фейк и никаких рекомендаций не было. Так это очень похоже на правду. Потому что этих спортсменов уже настолько загнали, что они, не могут думать про результат. Они нужны для другого. Они думали, что они нужны стране со своими подвигами спортивными, а они нужны для другого. Они нужны, чтобы пропиариться, чтобы сюжетик классный снять, со шлемом, поприставать уже там, к Бубке, например, ну и к другим товарищам по всей Европе и по всей стране. Вообще вот эта история... Пора уже кровью подписывать вот эти все вещи. Вот я не знаю, когда введут маразм дойдет до того, чтобы кровью подписывать какие-то клятвы, там еще что-то. Не хватает вот этого публичного, там еще на видео что-то записать. Надо вот Бубке кровью подписать. Там, что я за Украину, Россия агрессор, все, короче, вот все плохие, Украина хорошая. Кровью. Мы очень часто смеемся в наших с вами шумах над Диким. Есть такой обозреватель военный, Дикий, военный эксперт. Он меня поразил, и соцсети тоже поразил, и всех поразил. Клятву зачитывал недавно. Представляете, клятва добровольца. Я український доброволець. Я український доброволець. За власною волею та свідомим вибором. За власною волею та свідомим вибором. Беру до рук зброю. Беру до рук зброю. В обороні України. В обороні України.
На час війни не належу собі. На час війни не належу собі. Лише Україні. Лише Україні. То есть, вслушайтесь в текст, да, во время войны не принадлежу себе, только Украине. Виконуватиму всі накази командування. Виконувати всі команди. Битиму ворога до останнього. Битиму ворога до останнього. Робитиму всю працю потрібну для оборони. Робитиму всю працю потрібну для оборони. Лише смерть чи тяжка рана Лише смерть чи тяжка рана може звільнити мене від цього обов'язку. може звільнити мене від цього обов'язку. До перемоги. До перемоги. Буду гідним поколінь українців. Буду гідним поколінь українців. То есть это вот как раз таким сегодня вот так закольцовываем сегодняшнее 24 число. Это вот когда всех собирали, и вот это вот Дикий, так сказать, вдохновлял всех в 22 году. Які до мене вели цю визвольну війну. Які до мене вели цю З перемогою завершення їхніх життів. І допоможе мені в цьому Бог. Слава Україні! Вот такая клятва. Ну и тут сразу приводится, да, вот какая клятва по состоянию на 25-й год. Я такой-то, такой-то вступаю в военную службу и торжественно клянусь народу Украины всегда быть верным и преданным ему, честно выполнять свои военные обязательства, приказы командиров, неукоснительно придерживаться Конституции и законов Украины, сохранять государственную военную тайну. Я клянусь защищать украинское государство, несокрушимо стоять на страже свободы и независимости, и присягаю никогда не предать народ Украины. Можно сравнить с тем, что мы услышали тогда, да, от Дикого, чем отличается клятва добровольца от клятвы военного. И это, наверное, очень важный и главный момент. Почему у нас все вот так? И почему у нас народ, ну давайте честно, сходит с ума? Так, ну что у нас здесь? Приходят там свежие новости. Ужасные, конечно, вещи. Надо, конечно, проверить эту информацию. Однако, вот, пожалуйста, Кривой Рог. ТЦК застрелили мужчину при попытке бусификации, сообщают местные паблики. По их словам, возник конфликт между ТЦКшниками с одной стороны и двумя мужчинами. Пишут, что это отец и сын с другой. Официальных комментариев по поводу этого пока не было, но вот приводятся вот эти кадры со стрельбой и... Ну, в общем-то, как это? Сколько уже было этих, да, выстрелов «Авроры»? А началось все с вот этих вот клятв добровольца. Именно с них. Да, друзья, значит, всем большое спасибо, да, вот за то, что мы вместе, за то, что, собственно, мы сегодня пошумели, и пошумели, кстати, достаточно неплохо. Всем большое спасибо за то, что оставляете вопросы. Давайте некоторые из них вот прямо сейчас и обсудим. Так. Так, значит, по поводу вопросов заходим в наш с вами самый замечательный, самый любимый чат. Но перед этим буквально тут некоторые моменты из колобка «Куда мы катимся». Так. Разница в понимании чести, пишет Валерий в колобок «Куда мы катимся», или «Почему украинский народ страдает». Выражение Паниковского «Я вас куплю, потом продам и еще раз куплю» точно характеризует Зеленского и его народ, не путать с украинским. С чувством открытого сердца он купил большую часть украинцев, потом поменял мир на войну, то есть продал, теперь снова покупает, обещая мир.
он делает вид, что он снова за мир. Секрет, простой менталитет украинцев. Сказал, сделал. Ну, хоть умри, но не откажись от своих убеждений. У народов зелье сказка о мире. Обманул, сказал то же самое о мире, купил электорат этими словами, сбежал с казной. Спасибо за то, что поделились этим мнением. Ну, мы не будем делить там на народы. Народы есть такие среди всех и всяких. Но в глобальном вопросе действительно да. Действительно это хорошее, давайте так, хорошее наблюдение. Здравствуйте, Александр. Значит, спасибо большое, что хорошие слова пишете. Так, значит, тут прислали видео, да, там определенное, да, по поводу там стрельбы и расправы. Это мы немножко изучим немножко позже. Спасибо большое, Михаил, что мне там присылаете рассказы и очень интересные истории с мест. Ровно для этого рубрика «Колобок. Куда мы катимся» и нужна нам в прямом эфире. Спасибо за шум, спасибо большое. Так, видео есть у Кривого Рога с Шария. Да, есть видео. Не показала просто в Телеграме. Да, есть видео уже. Факельное шествие обстоит. Так. Так, тут какой-то товарищ наяривает. 100% этого чатика идиоты согласны. Ну, давайте там 24 часика отдохнешь от этой грубой писанины. Тем более, зачем оскорблять людей, тем более, которые шумят вместе? Так, значит, вопрос, Александр, что думаете насчет теории, что 80 лет назад мы проиграли? Генштаб НАТО в форме 2 одинаковых букв и в логотипе других штабах четко виднеется форма символа солнца. Ну, смотрите, я знаю, есть такое отношение. И, кстати, я не могу сказать, что был в свое время, как в то время, когда там... Опять, я не сильно был большой фанат там, истории или там увлекался историей. У меня все хорошо было всегда с историей. Плюс повезло с временем, когда еще условно были советские. То есть не было вот этой промывки мозгов тотальной, но уже начинались первые ласточки, которые не воспринимались советскими учителями. И они все равно как бы нормально подавали историю, да, или давайте так, постсоветскими учителями, чтобы не... Ну, вообще советские были, советское образование, и вот эти нововведения, вот тех, например, там, 90-х годов, это как-то так еще меня не коснулось. Тех, кто помладше, уже, конечно, должны были там изучать и читать в учебниках истории. То, что было вообще позже, в нулевых, в десятых, это вообще, конечно, хавайся вжито. Я вообще думал, что... у меня была такая мысль, когда вот изучали Великую Отечественную, Вторую мировую в целом, что с тех пор, когда... Ну, в общем, это игра американцев, когда американцы зашли, высадились в Нормандии. В общем, так. Есть мнение, я не могу... Хотите, там, давайте с историком профессиональным Костем Бондаренком это обсудим когда-то в среду, да, например, завтра, что Советский Союз и сам бы победил Гитлера. Ну, то есть... Модно было считать, что второй фронт и все. И типа вот. И это помогло свергнуть рейх. Но другие расклады там по вооружениям, говорят нам немножко иное. Сопоставимость сил на одной стороне, на другой. Да и вообще слабость, да, на тот момент... говорит о том, что это бы условно, вот осенью бы и закончилось. Ну, вот я видел такие размышления, рассуждения, расчеты, если бы не был открыт второй фронт. Ну, как бы нет, воевали бы так, как воевали дальше, но именно в Европе, если бы не высадились американцы в Нормандии, они просто вскочили в этот уходящий поезд и вот как бы отобрали победу. С этой точки зрения, возможно, да, не победили, вот с этой точки зрения. Я тогда разделял эту точку зрения. Сейчас я во всем сомневаюсь, конечно, но, вы знаете, во времена постправды, когда ты апеллируешь
ну, например, как в тех материалах, которые я изучал и к которым там склонялся, был период, когда у тебя есть больше, чем 5 или 10 цифр или выкладок, то ты уже прям, ух, ничего себе. Сейчас же у нас все как бы так, через пень-колоду. Короче, вот не знаю. Потом, понятное дело, это мнение забилось голосами других историков. Ну, потом в школе старшие классы, университеты, после школы новые там книги. Но вот я помню этот момент, и я прям изучал, и мне было интересно, и я соглашался с этим, что, слушайте, а правда, то есть где-то вот это вот в сентябре месяце, когда Вторая мировая полностью закончилась, да, вот не нужна была нормандская высадка. Вот прям, вот есть такое мнение. Ну, опять-таки, да, то есть современные исторические факты, это такой я предлагаю подискутировать, да, с профессиональным историком, все-таки я не профессиональный историк. Но нечто подобное читал. Вообще много приходилось чего читать. Александр, спасибо Нет, не примазались. Тут не примазались, тут именно вот вовремя впрыгнули. Потому что все-таки, ну, понятно, там стертые города, бомбежки, как там все воевали, но тут именно этот момент они выбрали очень удачно, и поэтому вот сейчас мы имеем то, что имеем вокруг последствий нацизма и вот это вот дележки, кто победил, Америка или Россия. Именно в военном смысле победил. Смотрите, я не умаляю союзников, потому что сейчас напишут мне тут союзники. Конечно, союзники. Конечно, антигитлеровская коалиция. Я имею в виду в процессе, да, в физическом низложении и разрушении рейха. То есть бункер, вот это вот все, Берлин, флаг над Рейхстагом и дальше бы, они бы дальше бы там, ну, в общем, это все закончилось к осени. Было такое мнение, помню. Так, ленд-лиз по США, кстати, делает бабки, войны подначивают и продают. Ну, понятное дело, 5% от произведенного СССР эти потребители нормально инвестировали, чтобы из зрительного зала посмотреть, и в 45-м подъехались на дележку. Да, есть такое мнение, об этом я и говорю, но это вот более такое, знаете, публицистическое, а я встречал именно с выкладками военными, да, то, что действительно это, ну, уже пропахано было советским солдатам пол Европы, и там уже шансов не было у Гитлера. Хотя они там, конечно, рассказывали, что вот-вот сейчас там армия подойдет, все было хорошо. Значит, хавайся в жито, вы там были. Нет, я же говорю, читал, и когда вот я очень благодарен времени, в котором я оказался, где я мог абсолютно свободно ознакомиться и с альтернативными подходами, да, там, к истории, и с классическими, и с альтернативными, но ближе вот с той стороны классическими. Поэтому я вот прям кайфую, что это все застал, эти книги. Сейчас же там и книг никто не читает, понимаете? Историков учат, а они книжек не читают. Так, просто там чего-то в интернете, статейки, чат GPT, вот это все. Ну, вот это время такое. Вот поэтому я помню, как мне там учили, так, смотри, вот это вот читаешь, там через слово, через каждое предложение слова КПСС, вот это все, Ленин молодец, ты это как бы не заостряй внимание, ты вот суть прочитай. Учились читать смыслами мы, я помню. Так. Надо говорить за сейчас, мы в час же. Да, возможно. Вопрос, Александр, расскажите про 14 и про 2004 год. Как-нибудь расскажу, долгая история. Ну, я понял, к чему вы, да. Это, возможно, это звенья одной цепи. Это звенья одной цепи. Хотя, все-таки 14 год... Ну, в общем, как бы схема та же. Да, вообще, конечно, это очень поразительно, как вот, да, меняется. 4-й год. Телевидение, ролики, дорогущий мерч. Так, Ющенко, вот это все. Бабки вкладывали сумасшедшие.
То есть там, да, ну вы понимаете, там было это все там беркутовцам, мне так понравилось вот это, ну тогда в 4-й год это беркутовцам цветы вручали. Вот беркутовцам, а через 10 лет уже полетели кирпичи, цепи, коктейли Молотова и вот это вот все, да. Вот представляете, как вот за 10 лет, да? А потом дальше еще сейчас мы имеем картонки и вообще не пойми кого. Ну, это длинная история. Спасибо за то, что поднимаете эти вопросы. Александр, вопрос: мобилизация, которая сейчас в Беларуси, связана с Киев 2.0? Нет, я сомневаюсь, что она связана с Киевом 2.0. Мне кажется, это реакция на... Ну, опять-таки, сегодня же он как бы проболтался, или сегодня, вчера Зеленский, мы там уничтожили какие-то ретрансляторы в Беларуси. Что имелось в виду? Практически точно. Это диверсионная работа. Это диверсионная работа. Беларусь, давайте честно, это все-таки там нет, это не железный куб, да, в который не просочится даже радиация. Понятное дело, что, возможно, Зеленский, конечно, хвастанул, да, возможно, ему хвастанули, доложили, что там ретрансляторы. Возможно, вообще эти ретрансляторы изначально выдумка. Никто не знает. Ну, да, но это как повод. А вообще, конечно, это повод, повод влезть туда. Он об этом сам открыто говорит. Смотрите, у Трампа хорошие отношения с Лукашенко, налаживаются. А мы должны туда вклиниться. Мы не должны этого допустить. По заказу кого? Правильно, Европы, которая очень выгодно вот так подкошмаривать Беларусь, бряскать оружием. Потому что, давайте честно, Европа с точки зрения там, России, на Россию они не осмелятся никто напасть. А на Беларусь что могут? Ну вот, на Беларусь. Поэтому возникли эти союзные договоры, поэтому не возникли вот эти... Ну, Беларусь слабое государство. Я имею в виду с точки зрения против Европы, всего НАТО, например. Поэтому, конечно, у Лукашенко не было выбора, как двигаться и, ну, как бы тулиться к своему природному соседу. Не потому... Лукашенко еще тот. Он может крутить, играть на геополитическом уровне и с американцами, и с китайцами. Да и с европейцами может. Мы это видели там до этих всех истерик. Но это вынужденная история, потому что Беларусь хотели забрать. Зеленский не просто так говорит, Беларусь будет и Украина членами Европейского Союза. Тут сразу хочется вопрос задать, а какими второсортными? А давайте сравним Украину послевоенную и Беларусь после непонятно каких событий. Да? Если так вот сейчас, то кто больше заслуживает вступить в ЕС, Украина или Беларусь? Если это экономический блок, да, экономический союз, понятно, ответ очевиден. Беларусь тоже на самом деле такой лакомый кусочек для вот этих товарищей. Поэтому за нее идется такая борьба. И поэтому Лукашенко не потому, что он очень уж так любит Путина, или у них там потрясающие отношения. У них хорошие отношения, но куда деваться? Лукашенко играет свою игру, он бы сыграл совершенно по-другому. Но он просто вовремя понял, что сулят ему вот эти все его товарищи. Лукашенко прочно завязан с Россией. Конечно, прочно. Именно поэтому, потому что угроза, элементарная угроза. Саша, конечно, вы правы, америкосы наблюдали за ходом войны, когда поняли, кто победит, быстренько, ну да. Что вы думаете по поводу ядерки? По поводу ядерки, давайте же подведем итоги. Верите ли вы в передачу Украине ядерной бомбы? 9% да, ну типа сделают сами украинцы. 12% нет, это Россия давит дух Анкориджа. 34% да, влупит, Россия, влупит под этот шумок ядерка, это будет жирная точка войны. И нет, это вброс британцев, чтобы слиться. Ну, давайте на этом завершим. Мне кажется, что это вброс британцев, чтобы слиться. Нет, есть нюансы, есть оттенки у этих версий. Они все могут, конечно, быть рабочими. Но сегодня для меня был новостью дня это снятие британских санкций с нефтепровода «Дружба». Изменение риторики Зеленского по отношению к Орбану. Да, оно, конечно, дерзкое, да, но мне кажется, Зеленскому объяснили, что он не прав и неправильно себя ведет, поэтому с этим животом Орбана он перегнул.
Они сейчас пытаются сторговаться, но ему, видимо, дали четкий посыл, что нефть должна пойти. Иначе, вот сейчас обстрел территории Украины, ближайший массированный, выбивают киловольтные станции, и даже подпитаться негде. А если это будет продолжаться в таком хамском тоне, то могут же там и границу перезакрыть, переподзакрыть, вот так я выражусь. Ну, там имеется в виду товары, поставки, логистика. Вы же помните поляков, которые перекрывали дороги? Ну так, пожалуйста, чем венгры и словаки хуже? В общем, смотрите, у Словакии и у Венгрии есть еще. Это очень сильные аргументы для этих стран. Это отсутствие электроэнергии, подачи, да, ну и там дизель продавать и так далее, и так далее. Но у них есть еще аргументы в отношении непосредственно Украины. Поэтому это может зайти слишком далеко. Вот и немножко так дали ему понять, что нужно остепениться. Кто? Я думаю, бриты. Вот я думаю, бриты. Потому что, смотрите, как ни крути, они там, конечно, все обезбашенные, но они знают, что Россия будет еще бить по энергетике, будут выносить дальше. Сейчас куда-нибудь все, какая-то эскалация зайдет, да, что-нибудь, кого-нибудь важного подорвут или какой-нибудь там обстрел совершат тяжелый, например, для России, там по южному побережью, по Крыму или еще куда-нибудь. Но нужно будет отвечать, и будет вырублен свет. А Фица не даст света. И не даст Орбан тоже. То есть перетоки резервные. А бриты понимают, что им как бы это тоже не с руки. Все умные, все просчитывают. И я думаю, что это все действительно раскручивание Карибского кризиса, после которого будет разрядка. Ведь как приятно. И основное правило же какое у всех? У тебя нужно забрать твое и долго не давать назад, чтобы ты мучился и страдал. А потом в один прекрасный момент вернуть, и ты будешь самый счастливый человек на свете. Нового у тебя ничего не прибавилось. Единственное, что прибавилось, это множественные страдания. Да, ну, может быть, какой-то ущерб и твои потери, но тебе вернули то же самое. И в этом заключается вот эта мудрость игры товарищей в пробковых шлемах с аборигенами, туземцами. Давайте, чтобы на 5-м году войны мы перестали быть туземцами и относиться к себе как к туземцам. Давайте так, чтобы мы... Причем я сейчас, неважно, россияне, украинцы, белорусы. Давайте наши люди, где бы они ни были, по всем тем уголкам мира, где вот вы пишете в игре в города. Давайте все-таки понимать, что мы не туземцы, что у нас есть род, племя, имеется в виду родословно, мы не без роду, не без племени, что у нас мы должны гордиться своим происхождением, мы должны быть современные, мы должны четко отделять зерна от плевел, мы не дадим себя обмануть и так себя настраивать каждый день, что не дадим себя обмануть, растаскать по углам этой пропагандой, рассказать нам, что нужно соседа побить за то, что он фонариком ночью светил куда-то, а вдруг он диверсант, да? Или человеку, у которого жрать нечего, все остановилось, все, а он там пошел чего-то, где-то взял в каком-то магазине, его привязывать к столбу и бить, да? Или, например, Миндичу с товарищами, вот Галущенко перенесли заседание, да, там не давать никаких внятных наказаний, а прям приговором суда в колонию за условную там пачку кефира или буханку хлеба, или там бутылку пива, прям этих людей сажать. Давайте разбираться, давайте себя уважать. Пускай этот 5-й год, который я очень надеюсь будет последним, я практически уверен, что это все-таки история с 4 июля, она как-то сыграет.
Еще раз, нам вбивают в голову, что если остановиться сейчас, то потом будет. Ой, потом будет. Не будет ничего потом. Не будет. Дураков нет. Потом. Все немножко хлебнут мирной жизни, и все. Поэтому так вот, ощетинившись, и отдаляются от нас вот эти люди, которые хотят втянуть там Беларусь, Приднестровье, а давайте на Польшу там что-то отправим, а вдруг они там тоже вступят, да, давайте всех кого-то. Поэтому этого не происходит. Кто сказал, что если условно всех поставят на нормальные рамки мирного процесса, уберут вот этого Зеленского, демонтируют вот это шобло войны, кто сказал, что народ будет этого хотеть? Народ этого не будет хотеть. И вот эти потужники, которых я показываю в шуме, которых вы видите тоже, которые рассказывают нам про войну, о том, как хорошо воюется, как все прекрасно, их просто под зад коленом с ваших гаджетов, телевизоров и выкинут. Выкинет история, их перемелет. Потому что тут они были на этом этапе истории нужны, а на новом нет. И я очень надеюсь, что этот новый этап настал, даже после такой трагической даты. Всем большое спасибо. Берегите себя и друг друга. Хорошо пошумели. Добро.